Для него не приезжать в Россию, при этом называя себя российским политиком, было абсолютно неприемлемо. Руки, ноги. Я совсем разберусь. Мозг. Мне нужно, чтобы проснулся мой муж. Я же там жила, я же сторожила Володю как собака. Кто первый сказал слово «отравление»? Такие люди, как бельмо на глазу у нынешней власти, потому что они являются собой альтернативу. А почему все время кто-то хочет убить отца? Внутренние ресурсы, внешняя агрессия – это две стороны медали. Сложнее человека убить, когда весь мир за этим наблюдает. Мы с этим будем жить всегда. Но мы, может быть, хотя бы можем добиться какой-нибудь справедливости, какое-то подобие справедливости. Это Совет Европы. Россия не в нем. Что вы здесь делаете? Продолжаю Володину работу. Говорю о... Что здесь делаю? В данный конкретный приезд участвую в мероприятии по поддержке семей политзаключенных, которые организуют в Совете Европы. Россия действительно уже не является членом Совета Европы, но вот в этом вот здании огромное количество друзей другой России, которую, в частности, все эти годы представлял Володя. Альтернативы. Как все решения, принятые здесь, и все темы, обсуждаемые здесь, могут достичь России, достичь россиян? Ведь это довольно важная штука. Потому что сейчас есть ощущение, что это одна планета, а в России вообще другая планета. И что бы здесь ни происходило, там трын-трава. Ну, собственно, решения, например, ЕСПЧ уже давным-давно не выполняются в России, да? Но они же важны все равно, в любом случае, потому что черным по белому в этих решениях записано, что права россиян нарушались на протяжении огромного количества лет властью, которая, собственно, захватила страну и которая издевается над собственными гражданами и начинает агрессивные войны против своих соседей. И это очень важный момент, потому что мы все понимаем необходимость привлечь к ответственности всех тех, кто виновен в развязывании агрессивной войны против Украины. Мы понимаем необходимость привлечь к ответственности всех тех, кто виновен в совершении военных преступлений. Вот эти вот суды, которые я очень-очень надеюсь увидеть однажды, эти вот публичные суды, да, они важны не только для украинцев, они важны для нас тоже. Они важны для российского общества, чтобы открылись глаза и пришло осознание того, что вот эта власть делала с собственным народом и со своими соседями вот уже больше 2 десятилетий. Сейчас вы приехали, это был первый ваш приезд сюда после приговора в 25 лет? После приговора первый, но после задержания нет. Уже 3-й, не помню. Но между задержанием и приговором был довольно большой срок, и поверить, что это будет действительно 25 лет, было почти невозможно. Люди, которые вот сейчас вас увидели уже после приговора, что они вам говорили? Ну, они также в шоке. Хотя, сюрприза-то нет никакого. Они пытались 2 раза его убить. 2 раза он был в коме с полиорганной недостаточностью, и потом месяцы учился ходить. Тюремное заключение – это было не самое большое, чего Володе стоило опасаться эти годы. Вау, это природа нам как-то... Это природа, она плачет вместе со мной. Который час был в Америке, когда Владимиру объявили приговор? Часа 4 утра, наверное, я не помню. Я не смотрела на часы, я ждала сообщения. Не было ни одного шанса, что вы бы поехали в Москву на приговор? Когда Володю задержали, и потом, то есть эти 15 суток, когда его задержали, я уже понимала, что это только начало. Я говорила с адвокатами
И спрашивала, он говорит, ну можно, пожалуйста, можно я как мышка. Я как мышка, я в щелочку. Я просто вот, чтобы он меня видел в зале суда. Мы вместе 20 лет. Мы очень друг от друга зависим. Я не могу без него, он не может без меня. Это совершенно какая-то такая вот связь. И я знаю, как ему важно было бы видеть меня. И причем при этом он через адвокатов 1000 раз мне сказал, не вздумай даже вообще даже думать о том, чтобы приехать сюда. Но я девушка самостоятельная. И это, кстати, в наших отношениях тоже есть. Ни один, ни другой из нас никогда не пытался как-то давить. Никогда. На другого. И я спрашивала адвокатов, и Оля Михайловна мне сказала, да, ты можешь приехать на суд. Да, приезжай. И я поняла, что если я поеду, то наши дети лишатся обоих родителей, и Володя лишится моего голоса. И я знаю, что ему нужен мой голос сейчас. Потому что поддерживать, после 20 лет совместной жизни, я надеюсь, что мы можем поддерживать друг друга на расстоянии тоже. А вот голос свой я ему отдать, если я сама буду за решеткой, не смогу. Поэтому это было очень тяжелое решение. Самое тяжелое? Нет. Самое тяжелое было оставить его в Москве в 2015 году после отравления. Даже в самых бедных сообществах мира мобильные телефоны более доступны, чем, скажем, туалеты. Первое, что делает современный человек в любой кризисной ситуации, пытается выйти в интернет и подзарядить телефон. Так 19-летний Ави Шифман объясняет, почему уже больше 2 лет он так одержим идеей создать суперприложение, в котором любой человек может найти помощь во время любой катастрофы. В феврале 2023 года всего за 48 часов Шифман с друзьями создали сайт, помогавший найти приют жертвам землетрясения в Турции и Сирии. А годом ранее Шифман запустил аналогичный сайт для украинцев, вынужденных бежать от войны. По словам основателя, сайт помог найти временный приют более 100 000 беженцев. А прославился Ави еще раньше, когда еще будучи школьником создал самый популярный сайт в мире. Тот самый сайт, который собирал статистику о коронавирусе. Сайт посетили больше 600 миллионов человек, а крупные компании, разумеется, предлагали его выкупить. Но Шифман всегда отвечал отказом. Молодой человек верит в то, что важная информация должна поступать людям напрямую и бесплатно, а еще в то, что интернет способен спасать жизни. Афи Шифман занимался программированием с 7 лет. В основном самостоятельно учился по видеороликам в Ютубе. Не все дети могут похвастать такой усидчивостью, но интерес к программированию рано просыпается у многих. Научить детей делать сайты, игры и 3D-модели можно на онлайн-курсах для детей и подростков Реботика. В Реботике учатся дети от 5 до 16 лет. Малыши осваивают язык программирования Scratch и учатся создавать первые простые игры, а дети постарше и подростки пробуют себя в актуальных онлайн-профессиях. Разработчика игр и мультфильмов, веб-дизайнера, программиста на языке Python, 3D-дизайнера или блогера. А после окончания курса выпускники даже получают настоящие заказы и зарабатывают свои первые деньги. Обучение проходит онлайн 1 на 1 с наставником. Индивидуальный подход помогает, во-первых, сделать занятие нескучным, а во-вторых, не гнаться за одинаковыми результатами и работать с каждым учеником в своем темпе, корректируя программу под его интересы и способности. План занятий тоже формируется индивидуально, так, чтобы у ребенка оставались время и силы на школу и общение с друзьями. Чтобы подобрать интересное направление, родители могут пройти пробный бесплатный урок вместе с ребенком. Для этого достаточно всего лишь заполнить заявку на сайте Реботики.
А с промокодом Гордеева вы получите целый месяц бесплатных занятий, да еще и курс по финансовой грамотности в придачу. Отличное подспорье для тех, кто только начинает выбирать будущую профессию. Переходим по ссылке в описании, вводим промокод Гордеева и помогаем своим детям освоить профессии будущего с удовольствием. Вон, видите гнездо? И там еще с другой стороны два таких кривых дерева растут, и на них эти гигантские гнезда. И первый раз, когда я приехала сюда именно по работе и без Володи, я каждое утро шла в Совет Европы и походила через этот парк. Я шла делать то, что я делать не умела и до сих пор не умею. Я шла делать то, что Володя делал очень много лет, а я такой вот то ли Ио царя, то ли уже Дмитрий, я не знаю. И я каждое утро шла и морально себя к этому готовила. И вот проходила через этот парк и смотрела на лебедей. Там у семьи как раз появилось несколько маленьких лебедят. И я фотографировала их, посылала фотки детям. И я выдыхала. И пока вот это, сколько там, я не знаю, 10-15 минут идти, вот мне хватало. Я выдыхала, делала так и шла делать Володину работу. Когда вы идете в такой красоте, в таком комфортном и благополучном мире, где, в общем, с трудом представляется себе и что есть война, и что есть репрессии, и вообще, что есть какое-то горе и несчастье на свете, скребут ли у вас на душе кошки? Вот вы идете здесь, а он сидит там, в СИЗО. У меня болит все время. И в красоте, и с аистятами. Потому что это, ну, я не знаю, это как от меня отрывают куски. И главное, что это же уже не первый раз в жизни нашей семьи. И поэтому это вот эта вот боль нескончаемая, она на фоне вот этой всей красоты. Ну, потому что тоже это стало частью жизни. Потому что так растут наши дети. Они не могут расти в аду. Поэтому мы пытаемся создать для них максимально... Слушайте, Катя, у меня даже слов нет, я не знаю. Просто болит все время все. И потому что я осознаю, что моя страна превратилась в страну агрессора. И потому что я осознаю, что очередной раз, уже третий раз Володя находится в руках тех людей, которые 2 раза его уже пытались убить в прошлом. И потому что я вижу, что происходит с нашими детьми. Ну, и при этом я и не с ним, И не с детьми. и не с детьми. А я вот в каком-то вот... Я вот тут. Я здесь для того, чтобы в мире не забывали не только Володю, а всех тех людей, которые, несмотря на репрессии, несмотря на полный ассортимент советских репрессивных тактик, методов, высказали свое несогласие с войной, а мир которых с этой войной разрушился. Я здесь для того, чтобы еще раз повторить то, что Володя говорил на протяжении многих лет, что внутренние репрессии, внешняя агрессия – это 2 стороны медали, что это связано между собой, и что игнорирование нарушений прав человека или такое отношение к нарушениям прав человека внутри страны как к какому-то внутреннему делу государства приводит к тому, что мы имеем сейчас. Но что мир может этому противопоставить без вмешательства в внутреннюю политику России? Перестать закрывать глаза, например, перестать перезагружаться с Владимиром Путиным, перестать предлагать ему компромиссы, сделать все для того, чтобы вот этот режим перестал существовать. Потому что пока он будет существовать в той или иной форме, Россия будет продолжать быть угрозой для самой себя и для своих соседей, и для всего мира, по большому счету. Они вас слышат? Слышат. Слышат, потому что, знаете,
Кать, а что еще нужно, чтобы это доказать? Ну что еще должно произойти, чтобы наконец пришло осознание, что невозможно жить в каком-то своем маленьком закрытом мирке, что мы все являемся частью огромного такого вот пазла. И когда нападают на Украину, нападают на демократический мир. Что еще должно произойти, чтобы это стало понятно? Осенью 1905 года молодому журналисту Николаю Корнейчукову всерьез грозила каторга. Цензоры усмотрели в сатирическом журнале «Сигнал», который он редактировал и издавал, насмешку над действиями государя и оскорбление царской священной особы. Поводом стали несколько шуточных заметок и карикатура с заштрихованным портретом императора Николая II. Издателя спас известный адвокат Оскар Грузенберг. Много лет спустя подзащитный, уже став известным на всю страну писателем Корнеем Ивановичем Чуковским, так вспоминал речь своего адвоката в суде. «Что делает мой подзащитный? Он рисует осла, дегенерата, пигмея». А прокурор Петр Константинович Камышанский имеет смелость утверждать всенародно, будто бы это священная особа его императорского величества, императора Николая II. Пусть он повторит эти слова, и мы будем вынуждены привлечь его, прокурора, к ответственности. Журнал, к сожалению, все равно пришлось закрыть, но подсудимого оправдали. А Грузенберг спас еще десятки невиновных людей, в том числе Максима Горького и Владимира Короленко. Сегодня в России каждый день возникает в среднем 107 тысяч ситуаций, когда требуется помощь адвоката. Если у вас нет проверенного адвоката, подстраховаться в юридически непростой ситуации поможет приложение «Адвокол». Сервис мгновенной адвокатской помощи «Адвокол» создал адвокат Калой Ахильгов. На сегодняшний день к сервису присоединились опытные адвокаты из 63 российских регионов, и география продолжает расширяться. Приложение очень полезно, когда нужна срочная консультация или требуется помощь адвоката, ДТП, задержание, обыск, повестка или вызов на допрос. Кроме того, у Адвокол есть письменные инструкции и около 3000 шаблонов для составления процессуальных документов. Достаточно скачать, заполнить под себя, и документ готов. В приложении также есть встроенный чат, где вы можете созвониться или списаться с адвокатом, отправить нужные документы или поделиться локацией, чтобы адвокат скорее вас нашел. С несрочными вопросами в Адвокол тоже помогут. От защиты в суде и составления исков до подготовки юридических документов любой сложности. Стоимость вызова адвоката зависит от региона и времени суток, но можно оформить подписку, и тогда за 1199 рублей в месяц вам будет доступен один вызов адвоката, 3 консультации и подготовка одного проекта документа. Без подписки такой объем услуг обойдется в разы дороже. К отбору адвокатов в сервисе подходят очень тщательно, проверяют образование, опыт, стаж и биографию. А узнать детальную информацию о каждом адвокате можно в каталоге приложения. Переходим по ссылке в описании и скачиваем чрезвычайно полезное в нашей стране приложение «Адвокол». Что дети знают о том, какой у него приговор, за что он и в какой ситуации вы находитесь сейчас? У меня сейчас в голове Левитанский. Они ощупывают переборочки, они заглянуть стараются за. А мы их гиды, их переводчики. И не надо им пыль пускать в глаза. Вот так. Наши дети с этим же живут уже очень много лет. Старшей было 9, когда его травили первый раз. И у нас была 6-летняя Соня и 3-летний Даник еще на тот момент. И Володя, который ходить не мог. То есть у меня было такие 4 ребенка на руках. Я его носила по дому, и все это наблюдали дети. 9, 6 и 3. Второй раз его отравили, старший было 11. Сейчас Володю суд приговорил к 25 годам строгого режима
нашему младшему 11. Нет таких слов, которыми можно это объяснить и как-то ребенка успокоить. Мы всегда с ними говорили обо всем вот как есть. Ну да, находили как бы правильные слова. Ну, так сказать, папу отравили, да? Ну, надо найти правильные слова, чтобы объяснить это ребенку. А почему все время кто-то хочет убить отца? Ну, какие можно найти слова, чтобы это объяснить, да? Какие? Объяснить реальность ситуации, объяснить, почему это происходит, хотя бы. Объяснить, почему отец продолжает это делать, что это не предательство их, ни в коей мере. Что это борьба и за их будущее тоже. Потому что, они все российские граждане у нас. И вы? Конечно. Конечно. Мы все российские граждане. И это и борьба за их будущее в частности, чтобы они могли приехать в эту страну без страха за свою жизнь. Мне помогает немножечко включать их в то, что я делаю. То есть я иногда их вожу с собой куда-то. Соня ездила со мной в Лондон на открытие площади Бориса Немцова. И ей там очень важно было быть. Потому что это крестный, потому что эту инициативу в Лондоне именно много лет пробивал папа. И вот, наконец, оно случилось. Данька ездил со мной в Германию на вручение премии Акселя Шпрингера за мужество. Вот, и сидел такой важный в костюме и в рубашке, как у папы, голубой. Совершенно такой маленький Володя, такая маленькая копия. Девчонок вдвоем я брала с собой вечер в такой, есть фонд, греческий фонд Охи Foundation в Вашингтоне. И там они, например, слушали выступление президента Зеленского. Там я познакомила их с Маси Алинежад. Мне кажется, что для них важно видеть, что папа не один такой странный, который вот многим рискует ради свободы, да, но это как-то это так глобально. Это абстрактно. Да, это абстрактно, глобально как-то. И мне важно, чтобы они видели, что таких людей много, и что каждый такой голос — это очень сильный голос, очень важный голос. И мне кажется, что это чем-то помогает, потому что я по каким-то вторичным признакам сужу. Вот, например, недавно было мероприятие в Конгрессе в поддержку Володи. Наша старшая произнесла там свою первую речь публичную. И это была ее инициатива полностью. То есть более того, она связалась с организаторами этого мероприятия, не сказав об этом мне. И организаторы просто потом мне написали и спросили: мы полностью поддерживаем, мы полностью за. Только подтвердите, что это действительно Катя. Потому что она написала: здравствуйте, я Катя, я дочка Евгения и Владимира. Как я могу участвовать? И она произнесла свою первую речь. И я смотрела на нее, конечно, в слезах. Вот, и думала: все, девочка выросла. Взрослая, самостоятельная девушка, которая сама написала свою речь, которая вышла перед этой забитой людьми комнатой. Там протиснуться было негде. Перед всеми этими сенаторами и конгрессменами. Что она встала говорила? и прочла речь. Она говорила о том, как важно говорить о политзаключенных, как важно не давать режимам, таким как путинский режим, заглушить эти голоса, как важно их поддерживать. Она благодарила этих людей за то, что они привлекают их внимание к судьбе ее отца, потому что такой для себя она сделала вывод, что они помогают сохранить ему жизнь этим. Вы переживаете, что она против своей, может быть, воли оказалась вовлечена в политику? Но это другая сторона. Потому что я смотрела на нее вся в слезах и думала:
это совершенно взрослый 17-летний человек. А вчера она позвонила мне вся в слезах. И я поняла, как ей страшно. И я поняла, что это маленькая 17-летняя девочка. 14-летняя наша вторая дочка, средняя, у них есть такое экзаменационное эссе. В школе темой она выбрала политзаключенные в России. Можно было писать о чем угодно. Можно было о цветах и о птицах. Можно было, я не знаю, о бенгальских котах, о танцах. И она выбрала тему «Политзаключенные в России». Сама провела какое-то свое исследование, сама там нашла какие-то цитаты, сама написала это эссе. Только после того, как она его сдала и получила оценку, она разрешила мне его прочитать. Поэтому я понимаю, что они взрослеют раньше времени. Я понимаю, что то, что происходит с нашей семьей, забрало у них кусок детства. Как бы мы ни пытались их в этом аду уберечь, но не скрывая от них информацию уберечь, а все-таки, они живут... Знаете, у меня такое ощущение на протяжении многих лет, что я живу в двух параллельных реальностях. Я одной ногой в одной, другой в другой. Одной ногой я вот в этой вот совершенно комфортной жизни, безопасной жизни, где я не беспокоюсь, что мои дети пойдут в школу. История Маши Москалевой, да, которая принесла антивоенный рисунок из школы. И потом ее учительница... как? Как это может сделать учитель? И вот когда мой сын приносит такие же рисунки из школы, точно такие же антивоенные рисунки, я не волнуюсь, что следом придет полиция, вломится к нам в дом и заберет моих детей в детдом. Я понимаю, что вот эта жизнь, где все комфортно и безопасно, бомбы на голову не падают. Мои дети находятся в своем доме, в своих комнатах, со своими кошками. У них вот свои книжки стоят на своих полках. У них свои друзья, которых они видят так часто, как им этого хочется. Они живут своей привычной жизнью. По сравнению с 8 миллионами украинцев, которые должны были бежать из своих домов. И многие из них некуда вернуться, потому что дома больше нет. По сравнению с огромным количеством россиян, которые тоже должны были бежать, и тоже не знают, смогут ли они когда-либо вернуться. Или, может быть, эту их собственность экспроприирует государство. Потому что они уже все остальное украли, можно теперь вот это еще доукрасть. Или с теми россиянами, которые живут в стране и не имеют возможности никуда уехать и вытащить своих детей вот из этого сгущающегося ада, в котором каждая неделя в школе начинается с урока о главном. Я понимаю, что в сравнении со всеми этими людьми наши дети от многого убережены. Но, конечно, это не делает им менее больно. Им очень страшно за отца. И детям же нужно вот это ощущение стабильности. И на самом-то деле оно же не в доме. Оно в том, что были папа с мамой рядом. Раньше они волновались, что, не волновались, а расстраивались, что папа все время уезжает, что он мало времени с нами проводит. Зато я была рядом всегда. Отвезти, привезти, поговорить, книжку почитать, блинчики приготовить на завтрак в воскресенье. А теперь папа в тюрьме, в руках тех людей, которые его уже дважды пытались убить, и они знают это. А мамы нет. Кто с ними сейчас? Мои родители. Совершенно героические люди, которые взяли на себя весь наш дом, 3 детей, 2 кошек. Конечно, дети очень страдают без нас. И когда я нахожусь на другом конце света, и мне звонит мой 11-летний сын, у которого паническая атака в школе, а я не могу его обнять и сказать ему, что, зайка, все будет хорошо. Я сейчас пойду и все исправлю. А они же этого ждут от меня, я знаю. Я уже дважды это сделала.
Я привезла папу в 15-м году домой, привезла папу в 17-м году домой. Я должна поехать и привезти его снова. У меня есть все время ощущение нереальности происходящего и того, что случился какой-то такой самый страшный кошмар, в который не верилось. И когда такие люди, как Владимир, в том числе, говорили о том, что будет вот так, будет вот так, будет вот так, это казалось страшным алармизмом. И поверить, что так и случится, было, правда, невозможно. А вы верили? Ну, а Володя очень убедителен. Как историк, как политик, он очень убедителен. И он прекрасно знает, как развиваются исторические процессы. Для всех нормальных людей было понятно, что война против Украины началась в 2014 году. И тогда Немцов и Володя там был на этом огромном шествии против войны. И тогда уже на этих лозунгах было написано «Нет войне с Украиной». Вся политика Путина – это череда преступлений, которые не находили должного ответа. Как от российского народа, так и от мирового сообщества. Владимир Владимирович Путин. Это продукт коллективного творчества. Да, большая часть вины, конечно, на нас, но и огромное количество западных политиков. Некоторые из них просто из наивности считали, что если они предложат такой компромисс, потому что такой компромисс работает. И вот Путин передумает, будет помягче, будет А были и другие, которые прямым текстом говорили, почему мы должны, например, накладывать санкции на людей, которые приносят деньги в нашу экономику. Владимир входит в политику в 19 лет. Это сверхюный возраст. Он знакомится с Немцовым и оказывается вовлечен в эту политическую деятельность. Вы что-то об этом периоде знаете? Вы понимаете, почему молодой человек вдруг решает оказаться в политике? Ну, не вдруг решает. Он с этим жил, он с этим рос. Первую свою партию он организовал в начальной школе. Не помню, сколько нам было лет. Лет, наверное, 11-12. Он очень гордился своей партией. Там было целых 3 члена, по-моему. Как она называлась? Не помню. Я в нее не вступила. Но да, вот он с этим рос. Володя был не по годам развитым ребенком всегда. Все мы маленькими детьми засыпали со «Спокойной ночи, малыши», да? Он после этого смотрел выпуск новостей. И он рос в семье, где политическая позиция озвучивалась. И его такими моральными ориентирами были такие люди, как советские диссиденты, как Борис Немцов, собственный отец. Поэтому прекрасная бабушка, совершенно с удивительной, очень тяжелой судьбой, которая через всю эту жизнь пронесла потрясающую человеческую цельность. Это бабушка Майя? Да, бабушка Майя. Она совершенно удивительная. Она вот как стержень нашей семьи. Я немножечко тоже позволяю себе, возможно, но я ее считаю своей бабушкой тоже. 3-я моя бабушка. Сколько ей сейчас лет? 90. Она знает о приговоре? Бабушка Майя находится в более ясном сознании, чем мы с вами когда-либо будем играть. Да, она полностью, она знает все. И каждый раз, когда мы с ней говорим, она говорит, что все будет хорошо. И что она никуда не собирается, что 90 лет, но она будет ждать Володю, и мы сядем за один стол, и мы обнимем друг друга. То есть получается, что когда вы выходили замуж,
Вы выходили замуж за человека, который совершенно четко решил связать свою жизнь с политикой. И вы были к этому готовы. Я выходила замуж за Володю Карамурзу, не за политика. Я понимала, какой он человек. Какой он человек, меня всегда устраивал. И то, чем он собирался заниматься, ну, скажем так, это уже как бы мы взрослые все люди. И я имею в виду, что если бы я решала там выбирать какой-то свой карьерный путь, он бы тоже не стал говорить, а вот это не надо. То же самое и у меня в отношении него. Вы здесь выступаете и участвуете во всех мероприятиях без переводчика. Вы говорите по-французски. Повезло мне. А вы учились во французской школе, где и познакомились с Володей? Да. Это причем была не первая моя французская школа в Москве. Мы приехали в Москву, когда мне исполнилось 7 лет мне исполнилось. Родилась я на Дальнем Востоке. Потом нас мотало по всему Союзу. Почему? Потому что папа был морской пограничник. Папа с детства бредил морем. Мой дед и папин папа погиб на море, когда папе было годика 3-4. И есть фотография чудесная моей замечательной кубанской бабушки, где она с маленьким папой на руках. Папе вот как раз 3-4 года, и он уже в такой морской форме, в тельняшечке. Всю жизнь у нас в доме были книги «Морские приключения», весь Жюль Верн. Папа бредил морем всегда. И папа закончил Нахимовское училище, поскольку не просто море, а еще приключения. Когда его послали служить на Курильские острова, папа счастливо туда ринулся, а следом поехала моя мама, которую папа очень-очень любит, на Курильские острова. И папа пропадал месяцами в море, а мама сидела на этом острове, где трясло, где я провела прекрасные несколько первых лет своей жизни таким диким ребенком, абсолютно свободным, счастливым ребенком, у которого был целый остров. И вот делай ты с ним что хочешь. И кролики в лесу, и бабочки вот такого размера. Я просыпалась с утра, набивала карманы конфетами, и стайкой детей мы собирались и бегали играть на лесопилку, в судоремонтные мастерские, на отлив. Это было такое классное место на берегу океана, между двух холмов, наверное, или гор, или, может быть, скорее всего, холмы, потому что я была такого размера, поэтому мне это казалось, что это высокое. Как мы выжили, я не знаю, но мама мне рассказывала, что там периодически ей кто-то на работу звонил и говорит, ваша дочь опять была поймана где-то там на лесопилке. А на лесопилке было классно, потому что там же пахло стружкой. И там вот эти вот гигантские бревна, они же лежат какими-то кучами, и под ними можно строить домики. Так что было у меня такое вот счастливое совершенно детство. И при этом нас еще мотало тоже по всему Союзу, потому что мы навещали бабушку с дедушкой в Мурманске, мы навещали других бабушку с дедушкой на Кубани, пожили в Балаклаве, в Севастополе, потом пожили в Таллине, в Ленинграде. Мне кажется, меня мое детство сделало таким космополитом. Я могу создать свой мир где угодно. Вот свое пространство. А чья была идея с французским языком? Мамина. Мама всегда обожала «Войну и мир». И так хотелось, чтобы можно было прочитать куски на французском. И мама очень хотела учить иностранные языки. Вот она решила, видимо, это реализовать через меня. И когда мы оказались в Москве, а мне исполнилось 7 лет в Москве, и меня отдали в школу в Медведково. Я там отучилась первые 3 класса. Мы, наконец, получили квартиру. Маленькую двухкомнатную квартиру в Марьино. Там не было ничего. Там стояло несколько вот этих многоэтажек в грязи. И такая бесконечная грязь. И какие-то стройки периодически. Там не было ни метро, ни
Там были автобусы. То есть в школу я добиралась, я садилась на один автобус, потом делала пересадку на другой автобус, потом садилась на метро в Текстильщиков, потом еще делала пересадку на метро, и потом еще пешочком. В одну сторону 1,5 часа и обратно 1,5 часа. Вот я совершала это путешествие. Опять же, как там меня в этой грязи на стройках кто-нибудь не убил, когда я все через это шагала, я не знаю, в 6 часов вечера зимой в Москве, повезло. И папа всей в этой грязи выглянул в окно, говорит, ну вон же там есть какая-то школа. Он сказал, и нашла школу на Лубянке. Школа 12-16. Замечательная школа, спецшкола французского языка, которая выпустила огромное количество вольнодумцев. Причем это очень интересно, потому что соседство, да, спецшкола французского языка на Лубянке. И вот именно по соседству с эта школа выпускала таких свободолюбивых людей, в числе которых мой свекор и мой муж. Вот. Вам 10 лет, вы входите в класс и видите Владимира... 11. Да. Я еще успела 2 раза ходить в 1 класс. То есть вы уже вообще просто женщина с опытом. Да, совершенно точно. Ну, мальчики, во-первых, меня долго не интересовали, в принципе, как класс. Какой он был? Знаете, он был развит не по годам совершенно точно. У него было потрясающее чувство юмора всегда. И это мне, кстати, всегда в нем нравилось. И когда он шутил, сверстники не понимали, смеялись учителя. И, кстати, недавно была ужасно смешная история. Учительница нашего сына позвонила мне через несколько месяцев после начала учебного года. Это, среди прочего, рассказывая мне про Даньку, сказала, у него, говорит, совершенно удивительное чувство юмора. Он шутит по-взрослому. Я подумала, что-то это мне напоминает. Так что вот наш 11-летний сейчас Данька, вот такой, ну просто это папа. Но мне немножко мешало, и я такой человек очень интроверт. И мое частное пространство для меня свято. Ну, сейчас после 3 детей, 2 кошек, и тем более уж Володе, это частное пространство сильно расширилось. И я его уже далеко не так ревностно охраняю. Ну, от своих. Все остальные это как бы другой разговор. Но тогда, в детстве, мое частное пространство было для меня очень важно. И Володя как бы вот был, по его словам, то есть вот он меня заметил, когда я зашла в класс. А вы его нет. Я этого не помню. Да, а в 9-м он уехал, потому что свекровь уехала. Маме, его мама Елена Гордон, переводчица, которая работала в Англии. Из Пушкинского музея. Она переехала в Англию, а Володя, поскольку был несовершеннолетним, она его взяла с собой, и он уже доучился, заканчивал школу в Англии, и потом вот поступил везде, выбрал Кембридж. Каждый год приезжал справлять свой день рождения в Москву и пытался собрать максимальное количество своих одноклассников на этот день рождения. Мы, наверное, друг друга видели-то единственный раз в году, вот со всеми этими одноклассниками. В другое время мы как-то особо не встречались. А Володя приезжал и всех собирал. Закончив Кембридж, получив диплом, он в тот же день собрал чемодан, полетел в Москву. Почему? Потому что он говорил, что в Великобритании и так без меня прекрасно справится. Подождите, он полетел к вам или к России из Кембриджа? И туда, и туда. У него так все счастливо совпало. Мы с ним начали встречаться на последнем курсе университета. Я заканчивала Марис Тереза бывший, то есть лингвистический. А Володя, вот, соответственно, Кембридж. Последний год нашей учебы у нас было такие отношения на расстоянии. Он периодически прогуливал свои лекции, прилетал ко мне и пригласил меня тогда, это было приглашение свекрови, на тот момент будущей свекрови, приехать встречать с ними Рождество.
Это было очень волнительно, потому что я понимала, что я еду не столько к нему, как на смотрины. Строгая мама у него? Ну, я и сама не подарок. А вы замечали вообще, что вы с ней внешне похожи? У нас совершенно сумасшедшая семья, потому что мы с Леной похожи внешне. Моя мама внешне похожа с Володиной замечательной бабушкой Майей Вальдемарной. Володя как-то ужинал с моим папой в Лондоне. Кто-то подошел к ним и сказал, как ваш сын на вас похож. То есть это у нас совершенно сумасшедшая семья, да. Там лучше не пытаться разобраться с этим. Какая у вас была свадьба? Очень маленькая, очень камерная. Мы с Володей вообще хотели просто пойти расписаться и все. Но родители хотели праздника. Поэтому мама ездила со мной по магазинам, и мне ничего не нравилось, потому что везде рюшечки, везде какие-то цветочки, бантики. Я вот такая, мне вот так комфортно. Нашли мы с ней замечательное платье. Да, было очень мало гостей. 4 нас было вместе с свидетелями. Потом наши родители были Борис Ефимович и моя одна такая мать моей подруги школьной, которую я считала своим учителем. Она блестящим переводчиком была и есть блестящий переводчик французского языка. Абдулова Юлия Всеволодовна. Дочка Абдулова, Всеволода Абдулова. Родители еще прислали за нами, да, такую машину, такая ретро, такая длинная, такой лимузин, ретро белый. Вот. Это было, конечно, очень все красиво и нарядно. Я плохо вообще все помню. Володя помнит еще меньше. Но вот получился, да, такой праздник. Правда, что Володя потрясающе играет на кларнете? И вообще он должен был быть музыкантом, а не политиком оппозиционным. Володя действительно профессионально играл на кларнете, выступал с этим. И в какой-то момент, да, сделал выбор. Он убрал кларнет, он лежит дома. Я знаю, где он лежит. Он лежит аккуратненько, упакованный футляр свой. И больше Володя к нему не притрагивался. Вот это характер. Он играет на гитаре. И играет здорово. И научил его папа. Вот. А теперь наш сын играет на гитаре. И учил его тоже сначала Володя. Сейчас продолжает давать уроки друг наш. Так что все мальчики нашей семьи играют на гитаре. Могли ли вы когда-нибудь себе представить, что вы будете заниматься делом мужа, что вы войдете вот во все это? Нет. Я сопротивлялась столько, сколько могла. Я никогда не хотела публичности. В каком году вы первое интервью дали? В 2017-м. После второго отравления, когда он лежал в больнице. Потому что в 2015 году, когда я привезла его домой, и уже все, уже жизнь вернулась как-то, начала возвращаться в свою колею, я спросила его, что он думает, мне стоило бы делать. То, чего я не делала, но, по его мнению, стоило бы это делать. Он тогда сказал о том, что было бы здорово, если бы ты говорила с журналистами, потому что была версия про йогурт, что там таблетки, назальный спрей, вот это вот, и не было ничего в противовес. Я понимаю совершенно, что это резонный аргумент. И я, естественно, об этом не думала в тот момент. Какие журналисты. Но в 2017 году, когда это произошло опять, я поняла, что мне нужно это делать. Поэтому да, я дала несколько интервью. И как только Володя вернулся домой, и все опять немножечко наладилось, я опять ушла в свою ракушку. Это был всегда мой выбор. Меня это не интересует, мне в этом некомфортно. Вот я сижу, даю вам интервью, меня трясет. А когда вы читаете о том, как люди обсуждают, в том ли платье Юлия Навальная сказала речь на Оскаре, вам есть что этим людям ответить? Я представляю себе, в каком состоянии
Юля находилась в тот момент, когда она в этом платье выходила на сцену. Я представляю, как это больно, страшно, и как вообще все вот это не нужно. То есть оно нужно для привлечения внимания, да, для того, чтобы сохранить жизнь мужа, для того, чтобы... Потому что гораздо сложнее человека убить, когда весь мир за этим наблюдает. Поэтому публичность важна. Важно называть конкретные имена, рассказывать конкретные истории, потому что это делает немножко более сложным. Чуть, может быть, да, в ситуации, когда людей убивают пачками в соседней стране, и когда в нашей стране пытки уже перестали быть чем-то удивительным в местах заключения, сексуальное насилие перестало быть чем-то удивительным, мы теперь, карательная психиатрия вернулась. Удивительно? Нет. Конечно, в такой ситуации говорить о какой-то там безопасности за решеткой, да, очень-очень сложно. Но лучше делать что-то, чем не делать ничего. И в тишине, и в темноте человека гораздо легче убить. Поэтому я представляю себе, как ей было страшно, как ей было тяжело, как ей было больно в этот момент. Потому что я себя чувствую точно так же каждый раз, когда я выхожу на любой подиум, на любую сцену, сажусь давать интервью. Это каждый раз лучшее сравнение, которое я могу дать, это у меня ощущение, что я стою посреди городской площади, вокруг люди ходят, я посредине стою и медленно раздеваюсь. Медленно раздеваюсь. И все вокруг смотрят. Но есть у вас ощущение, что пока вы говорите, пока вы раздеваетесь, о вашем муже не забудут? Угу. Вот такая цена. Да. И не только о моем муже, о многих людях. Я говорю обо всех. Я рассказываю конкретные истории, когда я говорю о политзаключенных. Я говорю о масштабе репрессий в стране, о том, что это результат последовательной политики. Для того, чтобы продолжалась война, надо уничтожить любую форму несогласия в стране. Я говорю о тысячах людей, которых незаконно задерживают, предъявляют им какое-то бешеное количество, ведь уже административных дел у нас больше 24 тысяч. За прошлый год было арестовано больше 500 несовершеннолетних, и против 9 из них были заведены уголовные дела до достижения этими ребятами и девчонками 18 лет. То есть Володин случай очень показательный, потому что он, в принципе, дает картину того, что происходит с правами человека в стране. Даже все обвинения против него, они же используются во всех остальных делах. Просто в его случае все навалили в кучу. В принципе, первого обвинения в распространении заведомо ложной информации о российских вооруженных силах было бы достаточно, чтобы отправить его за решетку на 15 лет. Надо было показать, что он предатель, иностранный агент, который распространяет заведомо ложную информацию и проводит мероприятия в поддержку политических заключенных в России на деньги нежелательной организации. Фонтан. Но эти обвинения используются против огромного количества людей, просто по отдельности. Сколько уже осуждено людей по статье за распространение заведомо ложной информации. Илья Яшин, Алексей Горинов, Евгений Бестужев, Мария Пономаренко, Александр Скочеленко. Там перечислить невозможно просто всех. Поэтому, да, я считаю, что говорить обязательно называть имена, обязательно рассказывать личные истории, потому что сказать просто так, что в России 500 с лишним политзаключенных... Это много или мало 500? Много один. Один — это много. А вам никогда не приходило в голову, что с такими моральными установками, как у Владимира Карамурзы-младшего, идти в политику, про которую все всегда говорят, что это грязное дело,
Самоубийство. Я хотела сейчас сказать про Бориса Ефимовича Немцова. А вы сказали самоубийство. Но это же был Немцов, человек, который повлиял на него так сильно, что он решил пойти в политику. И вот как раз потому, что для Володи одним из нравственных ориентиров в политике был Борис Ефимович Немцов, Володя был абсолютно убежден, что политику можно делать чистыми руками. Он шел на выборы дважды. Один раз в 2003 году. Это были последние, по мнению международных организаций, свободные, но нечестные да. выборы. И Володя верил в возможность победы. Шел он по Чертановскому округу в Москве. И это, мне кажется, кстати, вот сейчас, думая, знаете, задним числом, мне кажется, что вот это хорошо характеризует Володю, потому что нашу же оппозицию все время обвиняют в том, что вот не умеют договариваться, не умеют работать вместе, не умеют находить компромиссы, вот не умеют говорить люди друг с другом, да? Он шел от Яблока и от СПС. Это был единственный случай, когда Яблоко и СПС выдвинули единого кандидата. И у него в кабинете дома висит это плакат, которым он до сих пор очень-очень гордится. И там он, с одной стороны, Явлинский, с другой стороны, Немцов, и их подписи. И он согласен. кандидат. Да. Как он с ними договорился? А просто и тот, и другой его ценили, уважали. И ни у одного из них не было проблемы поддержать Володина. Сколько у него? 8, по-моему, процентов было? Я помню, что 24 тысячи человек в сумме за него, вот, получается, проголосовало. Это был очень хороший результат, учитывая, собственно, масштаб в плохом смысле слова человека, против которого он шел. И я помню, как проходили эти выборы. То есть, конечно, нам кажется, что это просто была такая малина. Человека пускали на телевидение, на дебаты. Володя ходил на дебаты. Просто когда он начинал говорить, выключался звук. Вот. И ему было позволено повесить несколько билбордов в Чертановском округе. Но только мы понимаем, что речь идет об осенних месяцах и начале зимы. На этих билбордах в 4 часа вечера гас свет. То есть все люди, которые возвращались с работы, которые должны были видеть эти билборды, не видели ничего. Там была просто чернота. Но слушайте, по сравнению с тем, что сейчас происходит, вообще как-то выглядит даже мило. Я с этого начала, что сейчас нам это кажется малиной. Просто, какая красота. Можно прийти на телевидение. Да, звука не будет, но зато хотя бы люди увидят твое лицо. Почему ни до, ни после него человека, который мог бы объединить как минимум эти две близкие по взглядам партии, не было? Вот это уже не ко мне вопрос. Я не политик. Вы теперь за него? Я за него, но что я сейчас делаю, я не считаю политикой. И я не совсем сама до сих пор не могу для себя определить как-то то, чем я сейчас занимаюсь, за Володю. Какая-то такая гражданская здесь, правозащитная. Не знаю. Но точно не политика. Мне кажется, что один из важнейших политических эпизодов в новейшей российской истории пришелся на 2008 год, когда СПС, в котором был Владимир Карамурза, раскололся на правое дело, которым стал руководить Чубайс, и оставшуюся часть партии, которая была возглавлена Немцовым. Это был тяжелейший раскол, если я правильно понимаю. Естественно, Володя остался с Борисом Ефимовичем. Это был его учитель. Это был его учитель с большой буквы. И это был человек, которому он доверял, которого он поддерживал и с которым он хотел продолжать работать, потому что он верил, что Борис Ефимович будет продолжать делать политику честно. А те люди, которые пошли за Чубайсом? Володя выбрал свою сторону. Они больше никогда с Чубайсом не встречались после этого? Я не помню.
Не помню, чтобы встречались, я имею в виду. Вот эти длинные и сложные отношения с важными фигурами в российской политике, отношения, которые приходилось заканчивать и обрубать, они от него отнимали что-то человеческое? Я думаю, учили просто. Володя вносил, я думаю, какие-то уроки для себя. Но вот эти все перипетии политической жизни меня всегда интересовали очень мало. Меня интересовало человеческое. И когда Володя приходил по-человечески посоветоваться, что ты думаешь об этом человеке, что ты думаешь о такой ситуации, я всегда готова была с ним поговорить. Но у меня никогда не было влияния на то, какую сторону он выберет, потому что это всегда он делал в соответствии со своей совестью, со своей позицией. Многие вот эти вот какие-то там подковерные выяснения прошли мимо меня. В какой момент Кара-Мурза оказался среди основоположников персональных санкций против российских чиновников? С самого начала. Чья это Сергея идея? Магнитского убили в 2009 году. Он умер в... Считаю, убили, потому что он умер в результате пыток и неоказания медицинской помощи. В тюрьме? Да, в СИЗО. Это был юрист Билла Браудера. И Билл Браудер, который был одним из самых успешных инвесторов в тогдашней России, тоже прожил какую-то поразительную трансформацию. Да? То есть человек, который занимался инвестициями в российскую экономику, понял, что вот это... Нет, это вот... То есть для него это была такая разделительная черта. Да? Он из инвестора превратился в правозащитника. Минуточку, если я правильно понимаю, изначально вышло так, что Магнитский, будучи юристом Браудера, раскопал схему, по которой через конторы Браудера российские силовики отмывали деньги. Сергей раскопал всю схему и доказал то, что это было сделано, как это было сделано. И он, как законопослушный гражданин, пошел с этим в полицию. Его арестовали, бросили в СИЗО, где его долго пытали. Сергей умер, и Билл понял, что он не сможет добиться справедливости в России и не сможет привлечь к ответственности виновных в смерти Сергея. И он решил, что нужны какие-то другие методы. Примерно параллельно Борис Немцов обсуждал с ним подобную идею с Володей в 2008 году. Но идея была похожая. Просто у Билла это началось с Сергея, да, и первой целью этих санкций было привлечь к ответственности именно виновных в смерти Сергея. А когда об этом говорил Немцов за какое-то время до смерти Сергея, идея была в том, что они воруют и воруют и воруют, и мы знаем, что они воруют и воруют, и прячут эти деньги на Западе. И почему это они должны нарушать права человека в России, воровать в России, но при этом ездить и тратить эти деньги где-нибудь на Лазурном берегу? Нечестно, неправильно. Билл, когда начал эту кампанию, понял, что ему нужны российские голоса российских граждан, которые будут говорить: да, это не закон против России. Нам, россиянам, эти санкции нужны. Нам нужен такой закон Магнитского, потому что мы не имеем возможности привлечь к ответственности этих нарушителей прав человека в нашей стране. И нам нужен такой закон. Нам нужно, чтобы тогда это было сделано на международном уровне. И вот с 2010 года Володя начал заниматься этим вместе с Борисом Немцовым и с Биллом Браудером. Я правильно понимаю, что идея этих санкций, она была не такая, как сейчас санкции, вот это не покупать, это не покупать у России, это не поставлять, а это была идея санкций против совершенно конкретных граждан этой страны, действительно виновных в совершении преступлений? Идея была, да, в том, чтобы привлекать к ответственности конкретных нарушителей. Естественно, каждый раз, когда Володя вел кампанию за внесение какого-то человека в список,
Он должен был представить абсолютно неопровержимые доказательства того, что этот человек действительно нарушил какие-то законы, нарушил какие-то права, свободы, что-то украл, или вот как в случае с Сергеем Магнитским лично, как, например, в Володином деле же есть 3 человека из списка Магнитского. А кто эти люди? В частности, это судья. Судья Подопригоров. Судья Подопригоров. Этот судья отправил Сергея Магнитского в 2008 году под арест незаконно. Этот судья судил Володю за госизмену. Судья Подопригоров находится под санкциями в нескольких странах, но не в Евросоюзе. И эту ситуацию я имею в виду исправить. И мы точно знаем, что несколько лет назад он воспользовался услугами очень дорогостоящей англо-австралийской, мне кажется, юридической фирмы, чтобы снять с себя эти санкции. Получилось? Большое количество денег. Нет, не получилось. И не получится. И я надеюсь, что в ближайшее время этот человек, как и еще несколько других людей, на них будут наложены санкции Евросоюзом тоже. Второй человек – это Дмитрий Комнов. Он был начальником СИЗО, в котором держали Сергея Магнитского. По его указанию Сергея пытали. И он виновен в том, что Сергею не была оказана медицинская помощь, в результате чего Сергей умер. Этот человек после ареста Володи стал начальником СИЗО номер 5 «Водник». Опять же, находится под санкциями в нескольких странах, не в Евросоюзе. И это я тоже собираюсь исправить. А третий – это Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации. И он оказался в списке Магнитского по личной инициативе Бориса Немцова и Володи. Следственный комитет не должен вроде заниматься такими делами, как Володина. Но при этом Следственный комитет с Александром Бастрыкиным во главе очень пристально следил за течением дела. Убежденность в том, что именно эти люди должны оказаться в этом списке, должны быть подвергнуты санкциям. Это жажда справедливости или это месть? Это та справедливость, которой мы пытались добиться, потому что другой справедливости, такой, какой мы должны иметь возможность добиться, мы добиться не можем. Эти люди должны сидеть в тюрьме за то, что они выносят неправомерные решения, за то, что они пользуются своим положением для преследования российских граждан, для заключения российских граждан в тюрьму за их политические убеждения или за их религиозные взгляды. Эти люди не должны занимать своих постов, и они должны сидеть в тюрьме за те преступления, которые они уже совершили. Поэтому нет, это абсолютно не месть. Это желание показать этим людям, что невозможно бесконечно нарушать права людей и издеваться над людьми без каких-либо последствий. В тот момент, когда Владимир начинал заниматься персональными санкциями, списком Магнитского и всем с этим связанным, он отдавал себе отчет в том, что это не пройдет просто так для российских властей, и они будут его преследовать. Ну как понимал, не понимал. Он просто знал, что это хорошая идея. Что это правильная идея, значит, это надо делать. Но стало быстро понятно, что они нашли чувствительное место. Что вот эти санкции больно по ним ударят, что они мне нравятся. Во-первых, как мы знаем, в ответ на введение закона Магнитского в Соединенных Штатах, а Соединенные Штаты первые ввели закон Магнитского в 2012 году, был принят закон Димы Яковлева, закон подлецов. Вы точно знаете, что это взаимосвязанные события? Да, совершенно точно. На каком основании? Потому что они об этом сами говорили, что мы примем ответные меры. И был введен закон Димы Яковлева, который лишал американцев права усыновлять, удочерять
российских детей, причем детей очень часто имеющих какие-то сложности в развитии, какие-то тяжелые заболевания. То есть за то, что американцы ввели санкции против нарушителей прав человека, эти люди лишили российских сирот шанса на достойную жизнь, доступ к хорошей медицине, шанс иметь семью. Я ровно поэтому и переспросила, точно ли вы знаете, что это взаимосвязано, потому что мстить за то, что тебя не пускают тратить твои украденные деньги за границей тем, что это за границей не дают усыновлять больных детей, ну, как минимум, не очень логично. А воровать тысячи украинских детей и делать из них русских патриотов. Где там логика? Этот режим абсолютно бесчеловечный. Вот и все. У них нету сочувствия, у них нету эмпатии, они этого всего лишены. Как технически это выглядело? Владимир собирал досье на каждого из фигурантов этого списка и представлял его где? Володина работа по продвижению закона Магнитского в мире была очень публична. То есть он говорил об этом, он ездил по всем парламентам всех возможных стран. Переубеждал. Говорил, что это необходимо. Говорил, что этот закон будет носить важный символический характер. Потому что это будет сигнал власти в Кремле, что демократический мир понимает, кто реальные преступники. И что нету знака равенства. Для Володи вот это всегда было очень важно. Не надо ставить знак равенства между всей страной и режимом, который, по сути, захватил власть в стране уже очень давно и нарушает права российских граждан, совершает акты агрессии против наших соседей. И вот эти вот санкции — это как бы подтверждение вот этого Володиного нарратива, что необходимо привлекать к ответственности конкретных нарушителей прав человека, конкретных преступников, а не всех в одну кучу. Потому что когда виноваты все, не виноват никто. И то, что эти санкции больно ударили по ним после закона Димова-Яковлева, Володя сам получил, собственно, волчий билет на журналистику. Был шеф-бюро RTVI в Вашингтоне. Угу. И когда Володе предложили работать там, это был самый конец 2003-го, когда прошли выборы, и Володя был ужасно расстроен, что он не выиграл выборы, он пришел второй. Ему предложили возглавить это бюро. Володе было всегда интересно попробовать тележурналистику, потому что этим занимался папа. До этого он работал в «Коммерсанте». В «Коммерсанте», спецкором. Да. Вот. Прошли выборы. И было два варианта. Возвращаться в «Коммерсант» или попробовать что-нибудь новенькое. Я решила, ну почему бы нет? И мы так подумали, я тогда работала переводчиком. Я думаю, чтобы работать переводчиком, я могу быть где угодно. Абсолютно. Что мы там упаковали? У нас пару коробок было с моими словарями. С кем-то там какую-то часть библиотеки взяли с собой. Вам по 20 лет, получается, по 20 с небольшим. У нас ничего не было. Мы в Москве снимали квартиру и спали на полу. У нас были такие... Кто-то нам отдал диванные подушки, которые мы вот так вот сложили, натянули сверху простынку, чтобы они не разъезжались, и спали на полу. Счастливы были абсолютно. Это была такая счастливая жизнь на полу. У нас на подоконнике стояли книги, спали мы на полу. Володя начал работать на RTVI, который тогда принадлежал Гусинскому. И цензуры там, естественно, не было. И Володя делал сюжеты так, как считал нужным, о том, о чем считал нужным. А после
начала кампании за закон Магнитского. Владелец телеканала поменялся, и новый владелец первым его и, по-моему, единственным решением в отношении состава было уволить Володю. И Борис Ефимович Немцов узнал о том, что это решение было спущено откуда-то сверху. А Володю лишили аккредитации в российском посольстве за несколько месяцев до того, как стало известно об увольнении. Причем с формулировкой, что он лишается аккредитации, потому что он же больше не журналист. Это был такой первый звоночек личный. Володя после этого еще на автомате продолжал пытаться найти работу журналиста во многих изданиях, которые ему вот незадолго до того предлагали работу, звали к себе. И везде получал отказы. Вдруг. Ни с того ни с сего. И он сначала был очень сильно расстроен. Он ходил и говорил, какой я ужасный журналист, что я никому не нужен, что вот... Потом, когда там за какой-то десяток отказов перевалил, он стал задаваться вопросом, нет, настолько плохой журналист. А на что вы жили тогда? Мы очень, все детские копилки, все, что можно было. У нас появился большой долг, который мы потом долго выплачивали, потому что у нас было 3 детей, и их надо было чем-то кормить. И в какой-то момент пара людей из этих я не знаю, с каким количеством людей Володя говорил, пытаясь найти работу журналиста. И пара людей приговорились ему, сказав, что Володь, мы не можем сейчас с тобой связываться, тебя взять на работу не можем, потому что с тобой не рекомендовано работать. То есть такой волчий билет. Российские власти сделали все для того, чтобы сделать из Володи политика. В семье были разговоры о том, что похоже, что санкции никто не простит, и это будет много личной мести? Нет. Вы не готовились к этому? А как к этому можно приготовиться? Не приезжать в Россию, нанять личную охрану. Личную охрану нанять от отравления? Как они его будут охранять от этого? Значит, не приезжать в Россию? Володя себя всегда идентифицировал как российского политика. Для него не приезжать в Россию, при этом называя себя российским политиком, было абсолютно неприемлемо. Это как? Володя очень любит Россию. Для него это все равно дом. Он очень любит наш дом, дети, где наше гнездо, и он счастлив, когда он приезжает туда, он отдыхает там. Единственное, наверное, место, где он отдыхает, это когда он с нами дома. Но свой совсем дом с большой буквы, дом — это в Москву, Чехов. То есть он не мог не приезжать? Нет, совершенно было невозможно. Я помню, когда вышел из заключения Михаил Борисович Ходорковский, он предложил Володе поехать открывать филиалы, открытки по России. Я была при этом разговоре, и я помню его лицо, он прям весь... Но он только что не вскочил и не побежал собирать чемоданы прям сразу. То есть то время, которое он провел, ездя по регионам и открывая эти филиалы, встречаясь с этими людьми, как он был счастлив, когда он говорил, что он всюду видит таких неравнодушных людей, которые правильно понимают то, к чему нам надо в стране стремиться, людей, которые хотят быть вовлеченными в жизнь гражданского общества, которые хотят добиваться прав, свобод в России, которые хотят поменять ситуацию. А вы скучали по нему? Мы всегда скучаем друг по другу, когда мы не вместе.
Мы все время, каждый день мы переписывались, перезванивались. Я такая очень дисциплинированная. 3 детей, работа, няни нет, повара нет, водителя нет. Поэтому мне было чем себя занять. У меня был весь день расписан по минутам. Няни не было, потому что я жадничала. Честно, я жадничала. Мне было ужасно жалко отдавать вот эти моменты. Я хотела, чтобы было первое слово мое, первый шаг мой. Мой, Володин, наш, родителей. Поэтому, да, я жадничала. Я не хотела это ни с кем делить. И я не идеальная мама далеко. Я могу выйти из себя. Бывают дни, когда я думаю, вот я молодец сегодня. Я молодец, я вот так вот эту ситуацию разрулила, я вот так вот там в 1000-й раз убедила в правильности вот этого вот. А иногда я ложусь спать и думаю, какой ужас, какая я жуткая мать. Как мне стыдно. Но при этом я хотела быть с детьми, вот это все видеть, как они развиваются, как они растут. Я хотела их сама возить на соревнования. Я сама хотела во всем этом участвовать. И от чаепитий с куклами до каких-то там, я не знаю, поездок за платьем на школьный вечер. Поэтому мой день был расписан по минутам в буквальном смысле слова очень много лет. И когда Володя приезжал домой и начинал ходить, и чтобы на него никто не обращает внимания, я ему говорила, родной, говорю, я очень рада тебя видеть, но я не могу сейчас сесть с тобой и разговаривать, потому что мне нужно вот отвезти одного, привезти второго, еще, значит, ужин поставить. Вот это все. Давай так, вот календарь, вот там все расписано, включайся. И он включался. Он хороший отец? Он очень хороший папа. Не было ничего такого, чего бы он с ними не делал. Он не стриг им ногти. Он ужасно боялся, когда они были младенцы. Он боялся стричь им ногти, потому что он говорил, нет, я не могу, я сейчас отрежу палец, я не могу. Все остальное – купать, гулять, читать, водить на секции, водить в бассейн. Да, он очень хороший папа. Он муж идеальный совершенно. There are over 500 political prisoners in the Russian Federation. And with hundreds of criminal cases initiated against anti-war protesters since February 2021 to 2022, the list of political prisoners is growing by the day. Когда вы приезжаете в Европу говорить о проблемах России, российских политзаключенных, о российских репрессиях, о том, что происходит в разных российских городах, как это воспринимается здесь? Ведь кажется, что весь мир сконцентрирован на происходящем в Украине и на линии фронта между Украиной и Россией. Ну и правильно сконцентрирован, потому что, конечно, то, что происходит в Украине, абсолютно чудовищно, и масштаб гуманитарной катастрофы, которую вызвала эта война, абсолютно необъятный. Это же неожиданно, все, что сегодня происходит, к сожалению. Путин не чертик из коробочки. Он не вчера оказался на сцене. Он 23 года совершал эти преступления. Каждый раз пробуя свою руку в чем-то новеньком и глядя на реакцию. Сойдет с рук, не сойдет. Сошло? Окей, давайте это еще попробуем. Чечня сошла с рук? Окей. А как насчет оттяпать 20% территории Грузии? Прошло? Окей. А как насчет людей повозить мордой об асфальт очередной раз на Болотной площади? Прошло? Хорошо. Можно пойти святую землю, Крым вернуть, что там, Севастополь. Когда я говорю с людьми об этом, нового они ничего не слышат, я думаю, потому что Володя говорил все эти самые вещи на протяжении многих лет. Но как должно прийти осознание того, что российский режим нынешний – это продукт коллективного творчества. И с этим нужно справляться тоже коллективно. Почему это сходило Путину с рук? В чем была мотивация Запада? Разная мотивация была.
Кому-то было невыгодно злить такого растущего диктатора. Кто-то по наивности считал, что, может быть, вот если мы тут помягче, то и он помягче. Но нельзя так с задирами. Кому-то было выгодно. Если одна история, это Володина история, поэтому я не знаю, могу ее рассказывать или нет. Но я расскажу в общих чертах, потому что там все, встреча проходила под Chatham Rules, то есть по таким правилам, при которых нельзя выносить информацию со встречи за пределы закрытой двери. Но просто в общих чертах. Володя после своего первого отравления вернулся в Москву, как только, собственно, в том же 2015 году пришел на эту встречу и говорил о санкциях Магнитского. И о том, что необходимо привлекать к ответственности нарушителей прав человека, убить Эта встреча в Москве происходит? Это встреча в Москве, да. С российскими гражданами? Нет, не с российскими. С западными политиками. И вот один из них, ему стало тяжело дышать. Он аж весь покраснел и стал орать на Володю, который, я думаю, что от этого крика Володя, в принципе, мог упасть, потому что там дуновения ветра было достаточно. Стал орать, почему мы должны лишать нашу экономику денег, которые все люди приносят ради каких-то там прав человека. Вот так. Вот так. Это, конечно, такое радикальное проявление, и понятно, что этот человек себе позволил это, потому что встреча проходила с закрытыми дверями, потому что он посчитал, что его реакция не выйдет за пределы. Да? И Володя с тех пор ни разу не назвал имя этого человека. Потому что Володя человек до боли честный и порядочный. Но суть в том, что он же не один такой. И он себе позволил такой эмоциональный всплеск, потому что он посчитал, что да, за закрытыми дверями это можно. А в основном они просто более мягко себя ведут. Но риторика такая же. Почему это нас должно интересовать? Это ваши внутренние проблемы, там разбирайтесь. Как, например, произошло после митингов на Болотной. Когда людей возили мордой об асфальт, отбивали почки. И сколько народу оказалось в тюрьме с огромными, по тем временам, огромными сроками. И Запад выразил сочувствие и подписал договор на строительство Норд-Стрима. Как вы узнаете об отравлении 2015 года? Все немножко в тумане, если честно. Я думаю, что память пытается какие-то такие очень тяжелые ситуации сгладить, как-то все немножко в дымке. Но я думаю, что еще и потому, что я была в таком шоке, а в этом шоке нужно было при этом действовать. Если я правильно понимаю, он идет на встречу с Михаилом Яструбицким и кем-то еще, и ему в этот момент становится плохо. Да, он был на встрече с коллегами, и очень неожиданно совершенно начались такие симптомы. Было учащенное сердцебиение, ему стало тяжело дышать, его стало тошнить. Он едва успел добежать до туалета, его начало рвать. Симптомы развивались очень быстро и начались очень неожиданно. То есть не то, что он там как-то испытывал какое-то недомогание за день до этого. Нет, это было вот так. Но вы получаете звонок с сообщением о том, что по первой версии ему стало плохо с сердцем, будет операция на сердце, или вы получаете уже сообщение о том, что это отравление? Мне позвонили и сказали, что Володе плохо, что Володю везут в больницу. И я поняла, что мне надо ехать, естественно, в Россию. Но 3 детей, и я не могу вот просто их бросить и уехать. У нас тогда гостила свекровь. И, естественно, она была тоже в страшном шоке. И, естественно, она тоже хотела лететь в Москву. Поэтому мне нужно было еще организовать приезд моей мамы. Мне нужно было сделать так, чтобы мама могла прилететь в Соединенные Штаты. Я пока там все организовывала, всю детскую жизнь, быт и все на свете там
Все, что нужно было сделать, я должна была сделать до отъезда, потому что, опять же, я не знала, сколько меня не будет. И собирала чемодан, и при этом сидела на телефоне, да, и пыталась вот так вот за 1000 километров следить за тем, что вообще, что происходит, как развивается ситуация. И в какой-то момент, да, появилась тема о сердечном клапане, который якобы не работает, что нужно менять, и что нужна операция. И, конечно, если бы Володя оказался на операционном столе в том состоянии, сегодня бы с нами его уже не было. Тогда спас его свекр, который нашел доктора Алшибаева. В Бакулевке? Да. И попросил его еще раз, потому что Володя уже все, уже готовили на операцию, там уже было назначено время. А он лежит без сознания? А он лежит, да, без сознания. И свекр попросил доктора Алшибаева посмотреть еще раз на результаты анализов, на снимки и как бы подтвердить диагноз. И доктор смотрит на снимки и говорит: ты что, с ума зашли? У человека абсолютно здоровое сердце. Так отпала тема с сердцем. Володю 2 суток таскали по разным больницам, прежде чем он оказался в Первой Градской. Прежде чем у него начали отказывать все органы, и он оказался в коме с полиорганной недостаточностью. К тому моменту, как я прилетела в Москву, Володя уже лежал в реанимации с синего цвета ногами и похожий на такого страшного осьминога, потому что всюду какие-то были трубки и провода, то, что у него не работало ничего. Сердце, легкие, почки. В этот момент его жизнью занимаются 2 человека. Алексей Свет, главный врач Первой Градской больницы, и Денис Проценко, его зам по реанимации. Правильно? Ну, а Володя как бы за лечение отвечал, да, Денис Николаевич Проценко. Ну, 2 выдающихся врача, в общем-то. Что они говорят публично и что они говорят вам про то, что с ним произошло? Это то, что мне сказал Алексей Викторович Свет, когда я приехала и сразу из аэропорта поехала в больницу. Я не забуду никогда. Когда я спросила, что с ним случилось, чему человек вот из здорового совершенно превращается вот в это, синие ноги и ни одного работающего органа. Он мне сказал, что, представьте себе, говорит, ситуацию. Проходит поезд и сбивает человека. Поезд ушел. Человек вот он лежит на рельсах. Какая вам разница, какой это был поезд? Я думаю, что я никогда это не забуду, наверное, потому что я понимала, что у Володи, как мне было сказано в том же разговоре, 5% шанс на выживание. И когда у любимого человека 5% шанс выжить, вам рисуют картину с поездом и с рельсами, и какая разница, какой поезд его сбил? Нет, теоретически, наверное, не очень большая разница. Надо из 5% сделать 100. В этот момент, если не ошибаюсь, публичная версия – это йогурт и алкогольный синдром. Я ничего не путаю сейчас? Там был еще назальный спрей от аллергии. Эта версия озвучивалась официальными лицами этой же больницы. Это была официальная версия, она такой и осталась. Хорошо, а что говорил Проценко? Денис Николаевич тогда не делал никаких публичных заявлений. Он врач действительно выдающийся и просто жил в больнице, лечил людей. Никаких публичных комментариев он не делал. В том состоянии, в котором Володя находился, он делал все необходимое для того, чтобы из этого состояния его вытащить. И у меня было этому подтверждение. Я говорила, что для меня это самое тяжелое было решение. Так вот, в отличие от Юлии Навальной, которой не было разрешено даже увидеть Алексея
в Первой Градской больнице в 2015 году я имела доступ к Володе. Мне было разрешено взять кровь, волосы, все, на анализы. Я стригла своему мужу ногти в пробирку. И куда ты пробирку уехала? Были образцы крови, волос и ногтей, и мы отправили в независимую лабораторию, чтобы попробовать найти причину. И мне было разрешено привести независимого эксперта с помощью Михаила Борисовича Ходорковского и Леонида Борисовича Невзлина. В Москву приехали независимые эксперты. Один из них был очень высокого класса реаниматологом Израиля. И они осмотрели Володю и дали мне свое заключение. То есть я получила независимое экспертное мнение относительно Володиного состояния, возможности перевозки и того, что делают российские врачи. Кто первый сказал слово «отравление»? Кто первый сказал слово «отравление»? Из врачей? Ну, как бы где-то там в коридорах Первой Градской люди, которые за Володей постоянно следили за мониторами, за лекарствами, намекали или говорили об этом прямо неоднократно. Но официально это первый раз прозвучало в диагнозе, который поставил Денис Николаевич Пресняков в 2017 году. То есть через 2 года? То решение, которое я приняла в 2015 году, далось мне очень тяжело. Независимые эксперты, которые Володю осмотрели, сказали мне, что российские врачи делают все абсолютно правильно, и что если бы Володя был в их больнице, они бы делали то же самое. Но что да, перевозка может стоить ему жизни, потому что состояние было тяжелое и нестабильное. Нестабильно тяжелое. И ну, что дальше там решение за мной. Что в принципе перевозить можно, но это может быть чревато чем угодно. И я не помню, как я спала ту ночь. Мне нужно было принять решение, потому что... То есть ни родители, ни мама, ни папа его, вы принимали решение, да? Я принимала решение. И я пришла к Денису Николаевичу Проценко на следующее утро и сказала, что Денис Николаевич, я оставляю Володю у вас. А он что сказал? Он поцеловал мне руку. Он врач высокого класса, который понимал, что он может это сделать. И я помню еще, как я ему говорила, Володя был в коме, говорю, руки, ноги, я совсем разберусь. Мозг. Мне нужно, чтобы проснулся мой муж. Говорю, делайте, что хотите, как хотите. И он действительно потом не мог ходить без трости около года. А рука была повреждена периферийная нервная система, и да, нога левая не работала, левая рука не работала. И все, он восстановил тогда. Когда мы вернулись в Штаты, и он прошел курс интенсивной реабилитации, физической интенсивной реабилитации, и смог выйти из дома и перейти такую дорожку к почтовому ящику. Для него это было целое предприятие. Он возвращался, как я не знаю, как с крестового похода. И падал на диван. И рвало его через каждые полчаса. И наша 9-летняя девочка, если я не успевала подскочить, уже знала, что надо бежать и папе подавать ведро. Нога все еще не работала, рука все еще не работала. Ходил он с трудом. И я запихала 3 детей
Володю, рыбу нашу, Игор. У нас была рыбка Игор и хомяка. И поехала со всем этим на океан. Вот, где нашла маленький домик прямо на берегу. И вот я с утра выбегала, втыкала зонтик, клала коврик, вытаскивала всех 3 детей, вытаскивала Володю, потому что он тоже ходил плохо, то есть все на себе. И он ходил и гулял, и гулял, и гулял километры по этому песку, по битой ракушке. Больно было. Вот как русалочки в сказке Андерсена. Как 1000 ножей. Но нога начала работать. И рука начала работать. Он очень бухтел на меня. Я ужасно не любила, но я набрала камушков, заставляла его вот так вот делать. Заставляла, он не мог предмет взять. Моторика была нарушена абсолютно. Не мог чайник поднять, ничего не мог. Клала перед ним шахматную доску, раскладывала эти камушки и требовала, чтобы он переставлял их, вот это хватательное движение разными пальцами, чтобы он это переставлял с места на место, играл на гитаре. Ничего не получалось. Он опять играл на гитаре, еще раз играл на гитаре, все восстановил. Через 2 года Владимира, который едва-едва пришел в себя после отравления 2015 года, снова отравят схожим образом. Было страшнее? С какой-то точки зрения да, с какой-то нет. Когда он мне позвонил из Москвы за пару часов до того, как они с моей мамой должны были ехать в аэропорт и лететь в Штаты. Это было раннее утро в Москве. 5 часов утра не было. И вдруг он мне звонит, еще лежа в кровати, говорит, что как-то он себя неправильно чувствует, что-то у него сердце колотится, и дышать ему тяжело. И я помню, что у меня такой истерический смешок был. Я говорю, ты шутишь? И я ему сказала, говорю, давай так, ты сейчас повесишь трубку, ты попробуешь выдохнуть, ты попробуешь дышать ровно и перезвонишь мне через 15 минут, если твое состояние будет ухудшаться. И он положил трубку, а я написала Денису Николаевичу Проценко. То, что вы уже знали, кому писать. Да. Более того, он стал главврачом 7-й больницы в Москве за пару месяцев до этого. И вот где-то около 5 часов утра в Москве я пишу Денису Николаевичу Проценко, что Володя опять в Москве, и у него похожие симптомы. Что мне делать? Он говорит, везите его ко мне. И через 15 минут, когда я перезвонила, трубку уже поднял не Володя, а мама моя, потому что Володя уже говорить не мог. Он уже лежал пластом на кровати и уже вообще мало что мог. И Володю увезли в больницу, а мама меня спросила, что мне делать. Я говорю, ты сейчас берешь чемодан, едешь в аэропорт и садишься на этот самолет, на котором вы должны были прилететь, и летишь сама в Штаты, потому что я лечу в Москву. У меня совершенно героические родители. Совершенно героические родители, которые вот это все на себе тянут тоже, как и Володина мама, и как и Володина бабушка. У нас совершенно такая вот героическая семья. Как только я встретила маму, я поехала в Москву. Вы прилетаете в Москву, вы встречаетесь с Проценко, что он вам говорит? Tоксическое действие неустановленного вещества. Ну, по-русски это значит отравление. По-русски это значит отравление. Вот первый раз это было произнесено. Первый раз это слово прозвучало в диагнозе в 2017 году. А вы не думали о том, что если бы в 2015 или хотя бы в 2017 году про отравление Владимира информация прозвучала бы внятно, что спровоцировало бы расследование? И не было бы отравлений последующих. Да. Поэтому мы и пытались всячески добиться
результатов, поэтому мы и пытались, поэтому мы и говорили все время об этом. А потом выступал Алексей Викторович Свет. И даже в тех интервью, в которых про Володю его никто не спрашивал, он сам переводил разговор и говорил цитировал из «Алисы в стране чудес», о том, что если долго пить из пузырька с надписью «Яд», наверняка себя плохо почувствуешь, намекая на то, что Володя наглотался таблеток или там. И перестал он это говорить только после отравления в 2017 году, когда Володя уже не принимал те лекарства от тревожности, он уже не... алкоголя совсем не было, то есть ничего не было. А до этого он принимал, а алкоголь был? Он выпил бокал вина накануне того дня. Он ужинал с папой, а лекарства он принимал от тревожности. И поскольку Володя очень большой педант в этом отношении и очень не хотел принимать это лекарство, он довел его до минимума. Я знаю точно, сколько он принимал. То есть это никак не могло вызвать полиорганную недостаточность, не говоря уже о спрее от аллергии. Это смехотворно. Поэтому мы пытались добиться расследования, потому что нужны были ответы и нам самим. Это было важно, просто 2 раза пытались убить. Но это не просто какие-то случайные люди. Это люди, которые научены вот это конкретно делать. Это люди, которые вот этим занимаются, скорее всего, профессионально. А значит, возможно, есть какая-то команда убийц на службе государства. Это правда, что после 2 отравлений Владимира ФБР вело расследование и пришло к каким-то результатам, которые могли были бы быть обнародованы, но не были обнародованы, потому что в США состоялся визит одного из очень высокопоставленных чиновников МИДа России. Там их было 3, и это были главы спецслужб российских, насколько я помню. Давайте по порядку. Расследование ФБР было? Расследование ФБР было. И у него были какие-то результаты? Были результаты. Которые могли бы рассказать о том, каким именно было отравляющее вещество? Этого мы до сих пор не знаем. Угу. Те документы, которые нам удалось получить с большим трудом, кстати, указывают на вот эту встречу. Она там как-то тоже в общих чертах описана, но как бы мы сопоставили факты, и получилось, что это именно та встреча. Так вот, до этой встречи ФБР выражало полную готовность поделиться всей информацией. Отчет они подготовили, и мы ждали, когда мы его получим, и вдруг двери как-то захлопнулись. Вот они были готовы, потом вдруг бац, и нет. И мы очень сильно удивлялись. Первое время Володя человек упрямый. Он пошел в суд. Подал в суд на ФБР, чтобы получить результаты их расследования. Вот. И это тоже долго тянулось. И потом они стали вот так через суд выдавать нам кусочки этого расследования какими-то маленькими порциями. Даже в тех документах, которые мы получили, очень много всего было просто вымарано черным фломастером. И из полезной информации в этих документах говорилось о том, что выводом ФБР было, что это была преднамеренная попытка убийства с использованием токсического или биотоксического, что-то такое, это вещества. Там был намек на вот эту встречу. То есть, иными словами, было расследование, результаты которого могли бы дать ответ на то, кто и чем пытался отравить Владимира Карамурзу. Но случилась какая-то встреча высокопоставленных американских и российских сотрудников спецслужб, где они договорились не отдавать вам и не обнародовать результаты этого расследования. Так? Благодаря расследованию Bellingcat Insider in the Spiegel мы знаем, кто, но только не знаем, чем. Мы знаем, что это была часть, там было сколько-то, 2, по-моему, офицера вот этой секретной службы,
которые, собственно, были и в той команде, которая следила за Борисом Немцовым до его убийства, и в той же самой, которая виновна в отравлении Алексея Навального. Это офицеры, которые исполняли приказ. Мы же не знаем по-прежнему, кто отдавал им этот приказ, кто конкретно. Иванов, Петров, Поскольку Сидоров. это государственная структура, то можно предположить, чего одобрения ждут у нас все решения в России. Нет, это не инициатива на местах. Я абсолютно уверена, что это гораздо выше идет, потому что использование таких ядов, которыми оперировали советские секретные службы, они просто так не находятся в общей доступности. Я с трудом себе представляю, что какой-нибудь там среднестатистический сотрудник ФСБ может пойти получить такое вещество и без приказа. Когда случилось отравление Навального, вы все это Да. поняли Да. еще раз? Да. В 2017 году все-таки Денис Николаевич написал официальный диагноз. Но расследования все равно не было. Расследования в России не было. Володя много раз пытался подать заявку, вместе со своим адвокатом, они требовали открытия дела и последовательно получали отказы. Как вы думаете, что должно произойти с по-настоящему выдающимся врачом Денисом Николаевичем Проценко, который дважды получает пациента, которого отравили в России неустановленным токсическим веществом? Он все это понимает и видит результат. Дальше он возглавляет супербольницу «Коммунарка» и блестяще проводит борьбу с ковидом, а затем вступает в партию «Единая Россия» и идет в Государственную Думу. И никогда публично не рассказывает об истории, связанной с вашим мужем. Мне сложно судить, и вообще чужая душа потемки, и мы никогда в жизни не обсуждали эти вещи. Но я знаю, что тогда и в 2015, и в 2017 году его целью было сделать систему здравоохранения в России достойную. И я помню, как я приехала в 2017 году, и мы обсудили Володю, и после всех этих важных разговоров он меня повел показывать больницу. И первое, что мне показало, что тут он построил аптеку, что тут то, тут это. И потом мы с ним плавно дошли до кабинета главврача, до его кабинета. И там стояла такая советская мебель, такой длинный такой стол из ДСП, по-моему. А рабочий его стол заваленный какими-то бумагами просто. Он показывал мне реанимацию. Была потрясающая совершенно реанимация. Я помню еще, как в Первой Градской больнице, я же там жила, я же сторожила Володю как собака, поэтому я там просто сутками напролет, по-моему, сидела. И я наблюдала за тем, как людей возят и вывозят из реанимации. И там эта тяжеленная дверь, которую эти несчастные медсестры пытались там как-то плечом, при том, что они вытягивали эту кровать с пациентом, и они бились об эту дверь, которая не открывалась. И тут, в 7-ю больницу я приезжаю, и там двери, которые сами открываются, и там комфортная реанимация. Я тоже, опять же, никогда не запомню реанимацию, в которой Володя лежал в 2015 году. Это выглядело как взлетное поле. И когда Володя выходил из комы, далеко не сразу понял, где он, что вообще в принципе происходит. Он очень долго говорил на несуществующем языке. Ему было страшно. Я видела такой ужас просто в глазах, такой животный ужас в глазах. Потому что он не знает, кто он, где он. А вокруг этот шум и яркий свет, и куча людей. Это, мне кажется, повергало его еще больше ужас. И я помню, что он мне глазами показывал. Там на потолок, на окно. Я говорю, там окно. На улице весна. Лето уже. На улице Москва, твоя любимая. Там лето.
Там скамеечки внизу стоят в скверике. Он глазами на дверь показывает. Я говорю, ну, там дверь. Вот это, говорю, решетка. Его чем-то пугала решетка на потолке. Я говорю, это решетка просто на потолке. Там вентиляция, наверное, что-то. Вот. И реанимация в 7-й больнице, конечно, произвела на меня сильное впечатление. Потому что я ожидала увидеть что-то подобное. И тут я захожу, и там действительно комната большая, но она разделена таким коридорчиком. И в каждой части этой комнаты лежит по 2 кровати. Посредине коридорчика, в которой стоит стол дежурного врача, а свет чуть-чуть приглушен, тихо. Все медсестры разговаривают с пациентами исключительно вежливо, исключительно нежно. И я поняла, что вот человек реально строит больницу. Для того, чтобы построить в России 21 века суперклассную больницу, надо ли на кое-что закрывать глаза и кое-что забывать, что ты видел? А это уже каждый человек такое решение принимает для себя сам. У меня муж 2 раза чуть не умер, потому что он отказывался закрывать глаза. А сколько в этой больнице спасли, таких как ваш муж? Вот. Поэтому и я понимаю, что вот это, скорее всего, аргументация Дениса Николаевича. Это не мое совершенно дело кого-то осуждать или не осуждать. Ну, думаете вы об этой истории? Сказать, что я не думаю, было бы соврать. Но осуждать не имею права, во-первых. А во-вторых, я ему всегда буду бесконечно благодарна за то, что он дважды спас жизнь моего мужа. Спас жизнь человека, который продолжает бороться с этим режимом. Жень, смотрите, в России очень многие вещи решаются путем личных знакомств, личных походов там, на Старую площадь, на Новую площадь и так далее. Многие люди вокруг вашей семьи имели возможность поговорить с влиятельными людьми в России о судьбе Владимира. Я имею в виду Олега Борисовича Добродеева, крестным сына которого был Карамурза-старший. Были ли эти разговоры? Были ли такие предложения? Насчет Добродеева не знаю. Это очень, я знаю, тяжелая была всегда тема для моего свекра. Они были очень близкими друзьями долгое время, но после захвата НТВ все поменялось. И я знаю, что свекр очень-очень тяжело это переживал, потерю друга. Это правда, что Владимир позвал Добродеева на похороны Карамурзы-старшего на прощание, и тот не пришел? Это правда. Он не объяснил, почему он не пришел? Нет. А Владимир никогда не говорил о том, почему, как вообще такие отношения могут развалиться? Когда люди становятся крестными друг друга, это же, это больше, чем дружба. И такие отношения, по идее, должны пройти через все политические разногласия. Видимо, не все. Слишком на разных полюсах они оказались в тот момент. Потому что и тот, и другой полностью отдавали себе отчет в том, что происходит. Что это не спор хозяйствующих субъектов. Что это, как это называлось тогда? Есть знаменитое видео момента развала НТВ 2001 года, когда Владимир Карамурза-старший подходит к Добродееву, и поскольку они на «ты», они действительно прошли там много всего вместе, и он у него просит объяснения. Да. Неужели они после этого никогда не поговорили? Знаете, Катя, я вот не буду врать насчет «никогда не поговорили», но я знаю, что это был тот момент, который стал решающим. Потому что, как я уже сказала, и тот, и другой прекрасно понимали, прекрасно осознавали, что действительно происходит. И вот это, я думаю, их очень сильно развело по разные стороны. Правда мне говорили, что Карамурзу-старшего, собственно, здоровье его и силы подкосило абсолютно второе отравление? Я уверена, что это сыграло свою роль. Я не представляю себе, вот как мама 3 детей, да, я не представляю себе. То есть нет, я представляю, но это все равно несравнимо. Когда Соньке был годик, Кате было
почти 4. И она все время, у нас каждые 2 недели у нее были ушные инфекции. И однажды вот она что-то такое принесла, поделилась с Соней, которой был год. А тогда в Вирджинии, наверное, раз, я не знаю, за 100 лет все завалило снегом так, что раскопаться было невозможно. Дорог не было. И Катя со своей ушной инфекцией, и Соня с жуткой температурой, которую мы не можем сбить. И мы не можем выехать, мы не можем ее вывести к врачу. И когда, наконец, мы раскопались, добрались до врача, врач посмотрел на нее, послушал, говорит, я вас домой не отпускаю. И отправил нас сразу в больницу. У нее развилось воспаление легких. Ей делали операцию, откачивали жидкость, а потом она не реагировала на антибиотики. Это был вот такой вот кулечек годовалый, который лежал как отец потом. Ведь как осьминог, что-то там из нее там торчало. Из него выкачивали кровь на все возможные тесты. А дома болела Катя. А я с Соней жила в больнице, а Володя бегал так, как заяц. То есть работа, дом, больница, работа, дом, больница, работа, дом, больница. И я помню, да, что врач приходил периодически отвечать на мои вопросы. А Соня, которая была вся исколотая, измученная, она ему улыбалась. И я подскакивала такая со списком вопросов. Говорила, а вот это лекарство почему? А это зачем? А эта процедура нужна? А вы уверены? А можно получить альтернативное мнение? А вот это зачем? А это как? И он так на меня посмотрел как-то, покачал головой, говорит, ну вы, говорит, русские, неубиваемые. Вот. И поэтому потом, когда мы вернулись с Сонькой домой, которая до болезни уже начинала ходить, а тут мы вернулись, положили ее на пол, чтобы она ползла, а она проползла, 2 шажка, легла вот так вот и заплакала. И когда вот после этого Володя как-то намекнул, что, а может быть, 3-го? Я сказала, ты что? Как? Куда? И родили 3-го. Это был спецзаказ. Потому что Володя явно папа девочек. И 2 девочки у нас уже были. Золотые девочки. Сладкие. И я очень долго говорила, нет, 3-го не могу, потому что, смотри, вот заболели, вот ты с одним, я с другим, а 3-й ты куда? И вообще-то я работать хочу, 2 высших образования, я не могу больше. Подгузники, как-то уже надо остановиться. Но он периодически так делал глазами. Вот. И я с этим ходила, с этой мыслью ходила. И потом пришла к нему и сказала, мне нужен мальчик, мне нужен скорпион, мне нужно, чтобы это была твоя маленькая копия. И называю я. Имя выбираю я. Говорю, если ты на все согласен, то окей. У нас мальчик-скорпион, полная копия Володи. Назвала его я. Володя не был против имени. Вы, даете. Детей мы делаем хорошо. Да, это было, когда Кристина с Соньки были. Я думаю, Борис Ефимович у нас был, и вот он смотрел на Катю, на Соню. Говорит, слушай, говорит, хорошо у тебя дети получаются. Делай то, что у тебя хорошо получается. Действительно, что Россию-то эту спасать? Он это говорил, который сам спасал. Я от себя... И детей тоже хорошо. Дети тоже хорошие очень. Да. Вот не было у вас такого желания, ладно, это невозможно спасти. Можно мы свое счастье, свою жизнь проживем? Не хочу звучать пафосно, но сейчас сидит в голове. Но если немногие для вечности живут, но если ты мгновенным озабочен, твой жребий страшен, и твой дом не прочен. Мандельштам вывез. Мы часть вот этого всего. И как раз
если говорить о вине нашей вот в этом продукте коллективного творчества, который вырос в монстра и теперь сокрушает все на своем пути, это в том, что очень многие люди были озабочены вот этим вот малым, мгновенным, своим только маленьким миром. И это было понятно после 70 лет советского режима. Вдруг свободный рынок, вдруг человек может пойти что-то себе купить, вдруг не обязательно быть как все, а вдруг можно открыть свой бизнес, вдруг можно сделать эти вещи, можно поехать отдохнуть за границу, можно... И люди были настолько этим увлечены, это было настолько ново и настолько привлекательно, потому что страна жила многие десятилетия совершенно по-другому. Но вот эта слишком большая сфокусированность только на своем, вот как-то свой маленький мирок. И то, что мы не видели, то, что все эти мирки, они соединяются в один огромный. Если мы все будем заняты своим, жребий страшен, а твой дом не прочен. Именно это и произошло. Не было ли у вас с Владимиром разговора о том, что после гибели Немцова ставки повышаются, и, может быть, не надо больше приезжать в Россию? Может быть, не надо больше этим заниматься? Нет. Вот, Катя, вы спрашивали, когда мы начали с ним встречаться. Вот я же понимала, что я встречаюсь уже вот с таким человеком. Но это было бы лицемерие с моей стороны. Связать свою жизнь сначала с этим человеком и сказать, что да, меня вот все устраивает. Вот так вот устраивает. Вот этот человек конкретный. Ситуация изменилась. Побереги себя. Значит, предай свои убеждения. Значит, перестань верить в то, что ты делаешь. Значит, смирись. А это был бы уже не Володя. Я понимаю, как важно для него это. И я понимаю, что для него это больше жизни. И важнее? Это страшно. Даже произносить страшно. Потому что, я имею в виду, что детей мы будем воспитывать вместе. И идея у нас состариться вместе, что мы будем сидеть в соседних креслах, он будет курить трубку, я буду бухтеть, вязать носки. Вы умеете вязать? Я умею вязать. Меня родители воспитывали отличницей. Поэтому я умею вязать, вышивать крестом. Я могу собрать мебель. Я могу... Но сейчас вы выступаете в парламентской ассамблее Совета Европы. Получилось так, что это я тоже могу сделать. But all these victims need above all is to know that they're not alone, that we are not forgetting them, that when their voices are stifled, we shall lend them ours, that while their freedom depends on ours, the quality of our freedom depends on theirs. Thank you very much. Когда в марте 2022 года Владимир летел из Америки в Россию? Он летел не из Америки. Он был в Москве, когда началось вторжение. Так. Мне написал СМС, написал одно слово «началось». Он был в Москве. Он там еще дал эти все свои интервью. Да-да-да. Нет, потом просто он улетел. А потом он улетел, потому что нашей старшей дочке исполнялось 16 лет. Это важный повод. Очень важный повод, потому что Володя пропустил всего несколько в жизни нашей семьи праздников. И пропустил он их, потому что он был либо в коме, либо в тюрьме. Никогда по любой другой причине он не пропустил день рождения ни одного из наших детей. Была запланированная поездка, он имел в виду приехать справлять день рождения Кати. Приехал, мы отметили ее день рождения,
Потом вот он еще съездил в Аризону и выступил там в парламенте штата Аризоны, а потом вернулся в Вашингтон, и поскольку мои родители уже тогда у нас были, я отпросилась и увязалась за ним в Лондон и в Париж. Первый раз я проехала на поезде из Лондона в Париж. Круто, я никогда не ездила. И мне ужасно хотелось. Я как маленький ребенок радовалась, что ура, мы поедем на поезде. И в Париже он выступал на мероприятии ПАСЕ, на слушаниях ПАСЕ по политзаключенным, которые организовывала, в частности, Суна Варсдоттер. Она была докладчицей ПАСЕ по политзаключенным Российской Федерации, а в прошлом году, после принятия того доклада, получила новый мандат, и сейчас уже я с ней работаю. Над докладом, посвященным систематическому характеру преследований против антивоенных протестующих в России. Он выступил на этих слушаниях, и утром 5 апреля он улетел в Москву, а я улетела в Штаты к детям. У вас было чувство, что это, в общем, на долгое время последняя ваша совместная поездка? Я себе не отдавала в этом отчета, но да, я это поняла после. Потому как я хотела с ним поехать туда. Потому как я хотела с ним провести время. Потому что я выбирала, что мы там будем делать, когда у нас будет время вместе. Я в Париже нашла какую-то крошечную квартирку, это классическое гнездо в мансарде, под самой крышей. В окошко было видно Эйфелеву башню в тумане с утра. И мне хотелось, чтобы все было так красиво. И мы первый раз в жизни поехали покататься на Батон-Муш, на кораблике по Сене. И я его, естественно, потащила в музей к Родену. И, я не знаю, мы просто гуляли и разговаривали. И разговаривали, и разговаривали. И да, у меня было такое ощущение. Я не знаю, но оно было неосознанное на тот момент. Мне просто хотелось провести с ним время, но я поняла по интенсивности того, как мне это хотелось, постфактум, что я с ним на какое-то время прощалась. Какое сейчас гражданство у вас, у Володи и у детей? Ключевой вопрос. Потому что со всех сторон этим интересуются. И очень этим интересуются пропагандисты. Никаких секретов абсолютно нет. У меня двойное гражданство российское и американское. У Володи двойное гражданство российское и британское. А дети наши просто Джеймсы Бонды, потому что у них российское по родителям, английское британское по Володе и американское по рождению. А вы американское гражданство вместе с Володей получали? Нет, Володи нет американского гражданства. У меня есть только. А почему он не захотел американское гражданство? Ведь мог же. Потому что там надо принимать присягу, в которой ты... как бы ты не отказываешься от других гражданств, но для Володи, по сути, это был вот такой отказ. А Володя, который считает себя российским политиком, не мог этого сделать. Когда он получал британское подданство, он же получал его через маму, когда был несовершеннолетним и жил когда Елена переехала только в Великобританию. Конечно, когда он жил в Великобритании, был несовершеннолетним, и там была совершенно другая история. А сейчас для него неприемлемо принять такую присягу. Сейчас очень много разговоров о том, что ключевых российских политзаключенных, таких как Владимир Карамурза, таких как Алексей Навальный, Илья Яшин, возможно, обменяют на каких-то российских заключенных за границей. Это, как правило, всегда слухи, об этом всегда говорят. Даже Маргарита Симонян что-то предложила, какой-то вариант.
Я непосредственно этим не занимаюсь, но да, у меня такая позиция, что да, когда речь идет о жизни и смерти, нужно использовать любые инструменты для спасения жизни людей. И, например, я считаю, ООН, рабочая группа ООН по произвольным задержаниям вынесла очень важное решение в деле Алексея Горинова, например. И в этом решении говорится, что даже с самим фактом заведения дела, уголовного дела против человека за антивоенную позицию, российские власти нарушили права этого человека. Таких дел, как мы знаем, очень много сейчас в России, и новые дела заводятся каждый день, а 128 человек уже получили приговоры. И вот это вот решение ООН, мне кажется, создает очень важный прецедент во всех этих делах. Конечно, эти люди не военнопленные, понятно, нет, да? Но мне кажется, что их статус очень близок к, потому что единственное их преступление, в кавычках, заключается в том, что они выразили антивоенную позицию. И какой-то будет процесс поствоенного урегулирования. Мы все надеемся, что война закончится. И какой-то процесс будет. И вот эти люди, мне кажется, должны быть абсолютно точно освобождены, обменены вместе с военнопленными как-нибудь. Потому что, А их согласие будут при этом спрашивать? А спрашивают согласие военнопленных. Такие вещи должны рассматриваться. И, я не знаю, можно предлагать, наверное, людям. Просто зная примерно вашего мужа, зная примерно характер, например, Алексея Навального, я не знаю, какая будет реакция. Мне кажется, очень плохо, если мы с вами говорили об убийстве Бориса Немцова. Такие люди, как бельмо на глазу у нынешней власти, потому что они являются собой альтернативу. Вот если мы их потеряем, мы потеряем вместе с ними альтернативу. Вы корректируете свои действия с Володей? Вы списываетесь, он дает вам какие-то инструкции, или все инструкции уже были дадены заранее? Мы люди очень непрактичные и никогда ни к чему не готовы в этом плане. То есть у нас не было разговоров о том, как и что, например, я буду делать, если. Вообще я избаловала своего мужа, потому что он знает, что я справляюсь, и ему не надо мне ничего объяснять. Я знаю... Мне еще повезло в том, что мы с ним полностью совпадаем во взглядах. Поэтому, опять же, я просто продолжаю говорить то, что говорил он. То, что я разделяю эти взгляды, и я в них верю. Володина вера в то, что мы способны, как нация, она, мне кажется, сейчас нужна очень многим людям. И мне в том числе. Потому что глядя на все то чудовищное, что сегодня происходит, нужна какая-то вера в то, что да, это будет долго, да, это будет непросто, да, это потребует всех наших возможных усилий, но это возможно. Возможно построить что-то другое, возможно, мы можем пройти этот путь, как он сказал в своем последнем слове в этом так называемом суде. Мне кажется, вот эта Володина убежденность и не голый оптимизм. Потому что голый оптимизм проявляют власти, которые ему выписывают такой срок 25 лет, четверть века. Они реально думают, что через 25 лет они все еще будут здесь. А в Володином случае это просто прекрасное знание истории, исторических процессов. Все это мы уже видели. Как и в нашей стране, так и, в принципе, в истории человечества. И каждый диктаторский режим считает себя непобедимым, пока он не обваливается. Вы с детьми обсуждаете перспективы вообще? Перспективы? Нет. Я с самой собой их не обсуждаю. Мне кажется, это бесполезное занятие. Особенно сейчас. Когда идет война, когда идут репрессии, когда вот в этот
ад, мы полностью вот как у Стругацких было, а по уши в дерьме и над головой молнии. Вот так. А на какие вообще средства вы сейчас живете? Я продолжаю Володину работу, и просто те же самые организации, люди, которые финансировали Володину вот эту всю деятельность, они просто продолжают. Они просто щедро позволили мне продолжить эту работу. И я очень надеюсь их не подвести. Вы чувствуете себя семьей мишенью? Им нужен был Володя. А если бы я поехала в Россию, меня бы арестовали сразу. Но арестовали бы не потому, что я какая-то там важная персона или что-то фиктивный политический деятель. Нет, они бы меня арестовали просто, чтобы оказывать давление на него. Элементарно. Чтобы взять меня в заложники и давить этим на Володю, который семью свою обожает. И они пытаются давить нами на него. Например, мы с ним не разговаривали больше года. Володя весь прошлый год и кусок нынешнего пытался добиться права на телефонный разговор с детьми и дважды получил отказ. Первый раз в официальной бумаге, которая пришла в качестве новогоднего рождественского подарка в декабре, было сказано, что телефонные разговоры с детьми как-то будут препятствовать введению уголовного дела против него. То есть, какой-то полный абсурд. Второй отказ он получил буквально за пару дней до приговора. И там было сказано, что он не может разговаривать со своими детьми, потому что дети живут в Соединенных Штатах Америки. Они боятся, что утечет какая-то секретная информация, которой в Володином деле нет. Я не знаю. Все Володино дело о государственной измене, основанное на 3 публичных речах, которые можно найти онлайн. В Ютубе они все висят. Получается, вы больше года не слышали, да, звук его голоса? Слышала. Я с ними не говорила больше года, и дети не говорили больше года. Но мне приходится участвовать в большом количестве мероприятий, и отдельным тяжким таким тяжкой задачей является ездить и получать за него везде премии. И я очень благодарна за то, что таким образом эти организации, которые дают ему премии, привлекают внимание к его случаю. Там должна стоять не я. Там должен стоять он на всех этих сценах и произносить все эти речи. Очень часто это отдельная боль. Очень часто перед моим выступлением, перед вот этой речью, когда я выхожу, чтобы получить премию, пускают такое короткое видео, какое-нибудь, каждый делает свое. Видео про Володю. И я стою за шторкой или сижу в первом ряду и жду, когда меня вызовут. И смотрю на его лицо и слышу его голос. А потом я должна выйти на эту сцену и произнести речь. Это очень больно. Это больно, да. Это больно, и в основном удается мне как-то, не всегда. А как еще? Как еще? До Володи я была такая хорошая ученица, я хотела работать. В конце школы я начала работать гидом-переводчиком с французским языком. Потом университет. Для меня всегда учеба и работа стояли на первом месте. Личные отношения всегда были. Володя до сих пор меня спрашивает: а сколько у тебя было? Да, но как-то всегда шли вторым планом. Если оставалось время. У меня не было потребности
выйти замуж. Еще помню, в школе у меня была такая картина, что вот я буду работать переводчиком в Москве. Иногда там, да, выезжать в какие-то франкоязычные страны. У меня будет сын, представляла я себе, которого я буду воспитывать одна. Потому что мужчины я в этой картине не видела. Потом появился Володя. И из всех отношений до Володи я уходила, потому что мне стало скучно. Я никого из людей, с которыми встречалась, и которые мне очень много дали. И я им всем благодарна, потому что каждый из них чему-то меня научил, что-то для меня открыл. И мне очень везло на людей, которых я встречала в жизни. Но ни с кем из них даже мне мысли не приходило, что я могу связать с человеком всю жизнь. Володя — это отдельный случай. Мы с ним, да, знаем друг друга с его 10, моих 11 лет. Говорит, что влюбился в меня с первого взгляда. Я долго к этому шла. Когда дошла, я поняла, что... И, наверное, дошла, когда он немножечко отошел. Вот для меня вот это вот частное пространство, он стал слишком близко. Я не могла его рассмотреть. Когда он немножечко отдалился, я могла посмотреть со стороны. И когда дошла, вот это решение для меня было... Ну, вот это мой человек. А у вас есть какие-то связь, общение, чат, может быть, с другими родственниками политических заключенных? Если честно, пока нет. Но вот этот фонд, который мы зарегистрировали по Володиной просьбе, фонд 30 октября, это была его идея. Он написал мне из СИЗО после того, как получил премию Вацлава Гавела за права человека. И спросил, не буду ли я против, если денежную часть премии он потратит, вот, создав такой фонд финансовой, материальной помощи семьям политзаключенных, которые очень часто остаются без любимых людей и без средств к существованию. Я помню, я подумала, а кто же будет этим заниматься? Сказала, да, любимый, конечно. Конечно, я полностью поддерживаю твою идею. И фонд мы зарегистрировали. Называется он фонд 30 октября, потому что 30 октября 1974 года группа диссидентов в Мордовии и в Перми в лагерях объявили это днем памяти жертв политических репрессий. И потом каждый год проводили согласованные голодовки в этот день. Кстати, в прошлом году в Конгрессе США была резолюция специального представителя парламентской ассамблеи ОБСЕ Стивена Коэна о том, чтобы признать 30 октября Международным днем политзаключенных. Такая же инициатива есть в докладе докладчицы ПАСЕ по политическим заключенным в Российской Федерации Сунны Варсдоттир. И что это ненормально в 21 веке, когда в 21 веке существуют политические заключенные, где бы то ни было. Частью работы вот этого фонда будет как раз вот какое-то такое создание какой-то системы поддержки, где вот можно будет объединять эти семьи, где можно будет их сводить вместе, чтобы они поделились опытом, чтобы они друг друга обняли, чтобы они выпили вместе чай и поплакали. Это теперь вообще-то вы? Да, и я тоже. Это вот вы вместе? Да, а у нас была такая встреча, кстати, вот как раз о системе поддержки. Эта идея пришла Наталья Арно, основательница нашего фонда. Мы встретились с Таней Усмановой, женой Андрея Пивоварова. И вот мы сидели, просто пошли вместе, сели куда-то поужинать после очень долгого дня встреч и мероприятий. И Наташа сидела напротив нас, а мы с Таней Усмановой занимались именно этим. Я говорила, ой, а как? Она говорила, а вот так, а вот это. И мы с ней обсуждали, как переписываться, как что организовать. Она рассказывала про пересылку, про то, что это такой опасный период. То есть мы как раз тогда
Андрей потерялся. И я тут же сидела и писала в Конгресс и просила делать заявление, что мы потеряли Андрея, что его нет уже столько дней, что это очень опасно, потому что мы не знаем вообще, жив ли он, и его пожилые родители в совершенно кошмарном состоянии. И Наташа смотрела на этот наш разговор. Говорит, кстати, ну и вот. Поэтому я понимаю, что у нас сейчас совершенно какие-то невозможные условия, да, для работы такого фонда, потому что мы понимаем, что этому совершенно не бесчеловечному режиму очень удобно держать не только политзаключенных в жутких условиях, но и создавать очень тяжелые условия для их семей, потому что это дополнительное давление на того, кто сидит за решеткой. И любые попытки облегчить жизнь этих людей, наверное, будут пресекаться. Поэтому у меня есть у самой к себе, кем меня там Володя назначил, председателем фонда, у меня к самой себе есть очень много вопросов относительно того, как мы организуем эту работу. Но делать это надо, и я делать это буду. Дарья Навальная wrote in Time magazine, "It is impossible to get used to the idea that your loved ones can be imprisoned or killed at any time for a made-up reason. But over time, it became part of our family routine." В какой момент вы сами себе скажете, что все, что вы здесь делаете, не напрасно, и результат достигнут? Я не знаю, вижу ли я этот результат. Для меня результат будет достигнут, когда Россия станет такой страной, какой ее видят люди типа Володи. И какой я бы тоже, естественно, очень хотела бы ее видеть. Поэтому этот результат. До него еще пёхти. Я вижу важность этого уже сейчас, важность работы. Я понимаю, как важно говорить о том, что репрессии в России и агрессия в Украине – это взаимосвязанные вещи. Я понимаю, как важно говорить о том, что людям, которые в России подвергаются репрессиям за то, что они высказывают свое мнение, за то, что они каким-то образом на своем уровне пытаются противостоять этому режиму, а что им нужна поддержка и солидарность мира. Потому что если мир хочет когда-либо видеть Россию другой страной, наверное, надо поддержать тех людей, которые хотят быть частью этого демократического мира. И очень многим рискуют, говоря об этом. А думаете, у вашего мужа будет еще шанс этим заняться? Посмотрим. Для начала надо, чтобы он выжил. Человек, которого 2 раза пытались убить, а потом судили люди, которые находятся сами под санкциями. За убийство Сергея Магнитского. И теперь он продолжает находиться в их руках. Как же так получилось, что между счастьем личным и счастьем страны вы выбираете второе и за него страдаете, в общем, по сути? Я просто люблю своего мужа. Тут нет какой-то самопожертвенности, что ли. Этого нет. Я просто хочу вот с этим конкретным человеком воспитать детей и состариться. Для того, чтобы я могла это сделать, он должен выжить. Он должен продолжать жить. Будет он заниматься политикой, журналистикой. Он должен продолжать жить, потому что вот я выбрала его, и я хочу с этим человеком прожить жизнь. И вы верите, что вы его встретите из тюрьмы? Конечно. Конечно. Когда? Не знаю. Я об этом не думаю. Я себе не задаю таких вопросов. Сейчас, в 2023 году, с каким набором диагнозов он получил 25 лет? Основной, самый тяжелый – это полинейропатия. Мы думали, что раз восстановилась работа руки и ноги, то все. Видимо, мы ничего не знаем о полинейропатии, и мы решили, что как-то вот с этим все закончилось.
Но Володя действительно вел очень активный образ жизни. Когда он не бегал вот так вот по миру, он надевал кроссовки и бегал по лесным дорожкам у нас там дома. И ну вот года в СИЗО и всего нескольких дней в карцере было достаточно для того, чтобы эти симптомы не только вернулись, но и распространились. И теперь уже он теряет чувствительность в обеих стопах и в левой руке. Этот диагноз может привести к параличу. Жень, что вы делаете, когда вам очень страшно? Что вы делаете, когда вам очень страшно? Я бегу вперед. На страх разные реакции бывают. Кто-то замирает. Вот так. Кто-то, и это самая здоровая реакция, убегает от того, что страшно. А я бегу вперед. Страх — это очень плохая эмоция. Страх, если ему поддаваться, он сковывает, он заставляет часто человека себя предавать или делать что-то такое, за что потом очень сильно стыдно. Поэтому мне проще вперед. А ради чего все это? Если таких вопросов не задаю. Делай, что должен, будь что будет. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Я надеялась, что вы мне не будете задавать этих вопросов. Почему? Знаете, вот еще до 24 февраля прошлого года на этот вопрос было проще ответить. Столько боли мы пережили за последний год, что как-то так вот откидывать милосердие невозможно. Но так многим людям сейчас нужна справедливость. Нельзя вернуть все эти жизни, нельзя вернуть всех этих деток, нельзя ничего вернуть, мы с этим будем жить всегда. Но мы, может быть, хотя бы можем добиться какой-нибудь справедливости, какое-то подобие справедливости, которое будет заключаться в том, что те, кто виновен в этом акте агрессии, и виновен в этих чудовищных преступлениях военных, понесут наказание за это. Справедливость, Катя. Справедливость. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Ну, вообще, кого я спрашиваю? Вот хорошо, что вы сами поняли. Что с нами будет через 25 лет? Мы будем разгребать вот это все, вот эти авгиевы конюшни. А в то, что говорил ваш муж после приговора, вы верите? Я верю, что это будет рано или поздно. Я верю, что да, я в это верю. Другое дело, я не знаю, сколько десятилетий это займет. Опять же, это то, что говорил Володя в своей последней речи. И я знаю, что он в это верит, что путь начнется с осознания, с принятия, с раскаяния за все эти преступления, которые были совершены очень часто при молчаливом согласии большинства. Без этого не получится вообще ничего. О чем вы мечтаете, Женя? У меня есть большие мечты и маленькие. Начните с маленьких. Я мечтаю о скучной жизни. Мне просто хочется скучной жизни с моим любимым мужем, с которым мне никогда не бывает скучно, с которым 20 лет мы живем, и у нас не переводится тема для разговора. Самый большой кайф для меня — это когда ему нужно по делам ехать в Нью-Йорк, а это 5 часов между Вирджинией и Нью-Йорком. И мне есть с кем оставить детей, и я могу увязаться следом. Не потому что
я знаю, что пока он будет заниматься своими там делами, я пойду в Метрополитен и просто буду наслаждаться. Не потому, что я смогу погулять по Центральному парку, по селлинджерским местам или Труман Капоте. Не поэтому. А потому что Володя любит водить машину, и я знаю, что мы будем ехать 5 часов туда и 5 часов обратно и разговаривать.